В интернете есть Я. я. Миллионы «я». Все знания. Весь опыт. Но когда вы задаете вопрос, Кто вам ответит? Мы. Голоса всего интернета. В нас все я. Мы даем ответ, в котором весь интернет. Нейро. Больше видео вы можете посмотреть у меня на втором канале Гео2. Пророк сидит ночью в удалении в кабинете, один в покое на бронзовом сиденье. Тонкий язык пламени, исходящий из уединения, заставляет изрекать вещи, вера в которые не напрасна. Привет, с вами Гео. Что ждет нас завтра? Начнется ли где-то смертельная эпидемия? Стоит ли пойти на свидание? И когда покупать биткоин? Желание узнать будущее – это одна из главных страстей человечества. Оракулы и гадалки были во всех цивилизациях и во все времена. А самым известным предсказателем всех времен, без сомнения, можно назвать французского врача Мишеля Нострадамуса. Он одна из загадок европейской истории. В поп-культуре на него есть два противоположных взгляда. Либо хитрый мошенник, дурачащий королей ради денег и славы, либо гениальный пророк, который предсказал все. Каждый из таких подходов – это упрощение. Нострадамус превращается в плоскую полумифическую фигуру, будто бы вырванную из своего времени. Но упрощение – это не мой метод. Нострадамус – это реальный человек. У него были друзья и соседи. Его, как и любого, преследовали несчастья и болезни. А его мировоззрение формировалось интеллектуальной средой Франции XVI века. Фигура Нострадамуса неразрывно связана с этим переломным моментом истории, как и его предсказания. За последние 500 лет книга пророчеств переиздавалась такое количество раз, что стала самым популярным поэтическим произведением в мире. И это не шутка. Никакие стихи за все время существования человечества не публиковались такими тиражами. Даже Илиада и Одиссея. Да, сейчас Нострадамус популярен, потому что у него находят указания на Гитлера, Наполеона, Чернобыль и Фукусиму. Но вообще-то он был широко известен еще при жизни. Его уважали и короли, и обычные горожане. А более поздними поклонниками Нострадамуса были такие классики мировой литературы, как Гёте и Виктор Гюго. На протяжении нескольких веков авторитет Нострадамуса пытались использовать различные толкователи в своих политических целях. Его предсказания вырывали из контекста и приписывали ему то, чего он никогда не имел и не мог иметь в виду. Например, во время Второй мировой войны обе стороны массово печатали листовки, в которых пытались убедить читателей, что великий пророк предсказал победу именно им. Геббельс находил у Нострадамуса отсылки на Третий рейх и пытался убедить своих сторонников и противников, что нацистская Германия будет править миром 1000 лет. А в качестве пруфа показывал книгу с фразой о народе, который стоит под знаком Кривого Креста. Типа «Да это ж свастон!» Вы поняли? Правда, потом выяснилось, что Геббельс сам добавил эту строчку в книгу. Но факт остается фактом. Он в любом случае пытался опереться на авторитет старого французского пророка. Так кем же на самом деле был этот странный человек? Мишель де Нотр-Дам, прославившийся как Нострадамус. Врачом, астрологом, пророком или просто популярным писателем? Были ли его пророчества мистификацией, или он реально верил, что видит будущее? А главное, правда ли, что многие его пророчества сбывались? Как я уже сказал, отношение к Нострадамусу в общественном сознании неоднозначное. С одной стороны, он до сих пор является центральной фигурой для всех любителей мистики и тайн. А с другой, историческая наука им особо не занимается. В отличие от других его современников, типа Джордано Бруно или Парацельса. Нострадамус вошел в историю только как астролог и автор поэтических пророчеств. Ученые упорно считали его шарлатаном, который не стоит серьезного разговора. Хотя вообще-то, если с такой же линейкой подойти к тем же Бруно и Парацельсу, то и они окажутся шарлатанами и мистиками. Как минимум потому, что в XVI веке мистикой в Европе увлекались практически все.
Удивительно, не правда ли, что алхимик Парацельс считается реформатором медицины, мистический философ Джордано Бруно – ученым и жертвой церковного мракобесия, а врач и астролог Нострадамус – фриком и лжецом. И ведь между ними было не так много различий, как может показаться. Поэтому я сегодня попробую не разоблачить, а объяснить Нострадамуса, посмотреть на него как на важного исторического персонажа XVI века. Только так можно понять, кем был этот человек и о чем на самом деле были его пророчества. О первых годах жизни Мишеля де Нотр-Дама известно немногое. Это неудивительно. Интернетов тогда не было, а летописцы подробно фиксировали каждый чих только высших аристократов. Типичная картина для почти всех культурных деятелей поздней эпохи Возрождения. Например, о ранних годах еще одного современника Нострадамуса, Франсуа Рабле, нам тоже известно крайне мало. А ведь он автор главного европейского романа XVI века «Гаргантюа и Пантагрюэль». В общем, я это к тому, что мы только по случайным документам можем восстановить молодость Нострадамуса. Тут историкам очень помогло то, что он жил на юге Франции, а там архивы с документами практически не горели и нормально дошли до наших дней. Известно, что Мишель родился в декабре 1503 года в маленьком французском городе Сен-Реми, а его отцом был нотариус и торговец зерном. И какое же это было удивительное время. Открытие Америки, всплеск интереса к античной литературе. Это дивный новый мир, который требовал осмысления и новой философии. И этого добра стало прям завались. Космология Джордано Бруно о бесконечной вселенной. Попытки придумать новое справедливое общество от Кампанеллы. Но самое главное — появление новой религии. Ведь если Папа Римский ничего не знал о существовании Америки, то в чем еще он может ошибаться? Так что 16 век – это время появления протестантов и новый всплеск религиозных войн, которые, кстати, отразятся и на судьбе Нострадамуса. А еще это время книгопечатания. Никогда прежде знания не распространялись с такой скоростью. Только за первые 30 лет 16 века и только в Париже и Лионе было опубликовано 8,5 тысяч книг. Если что, до этого на создание одной рукописной книги мог уходить год. В смысле, не одного тиража, а буквально одной книги. Короче, книги превратились в главный инструмент распространения политической и религиозной мысли, главным источником информации о событиях в разных концах Европы. А еще книги стали очень дешевыми. Тогда зародилась мода на домашние библиотеки. У Нострадамуса, кстати, будет такая. Ну и логичный итог. Чем больше книг, тем больше образованных читателей. Книги — это буквально интернет 16 века. Но, конечно, не стоит думать, что настала эпоха гуманизма. Если так посмотреть, то вообще-то в 16 веке творился трэш и угар. Светлые идеи Ренессанса сталкивались с мрачными реалиями, из чего рождались такие массовые суеверия, которых не знали даже якобы темные века Средневековья. В смысле, это интеллектуалы Возрождения называли темные века темными. Но даже там не убивали такого количества людей за неправильные взгляды. А еще, как ни странно, в Средневековье люди не верили настолько сильно в магию и приметы. Сейчас это может показаться абсурдным. Типа, ну камон, каким образом развитие знаний может породить интерес к эзотерике и прочей шизе? Но для европейцев 16 века тут никакого противоречия не было. Они хотели создать единую картину мира, объединяющую науку, религию и магию. Поэтому, например, итальянский медик Фракастора правильно предположил причину появления инфекционных заболеваний, но поставил их в зависимость от Юпитера и Сатурна. А инженер Кардано оставил после себя не только крутые изобретения типа карданного вала, но и гороскоп Иисуса. В общем, да, конечно, это небывалый подъем науки и культуры. Интеллектуалы того времени разделились четко на два лагеря. Первые воспевали красоту природы и человеческого тела, а вторые увлеченно изучали прошлое. И только немногие пытались понять, что ждет человечество в будущем. Мишель Нострадамус был одним из этих немногих, и будущее ему не нравилось. Непрерывные войны, заговоры, убийства, эпидемии и природные катаклизмы – все это было крайне далеко от идеала Ренессанса, гармонии и гуманизма. И Нострадамус стал, наверное, первым мыслителем, который тогда осмелился утверждать, что в будущем ничего хорошего нас не ждет. Самое важное, что не понимают многие современные любители Нострадамуса, это то, что он писал свою книгу не для далеких потомков, он писал ее для современников и на продажу.
И поэтому почти все его предсказания на самом деле были посвящены современной ему истории. Поэтому, чтобы их понять, нужно знать французскую историю XVI века. Ну и желательно французский язык XVI века. И тогда пророчество становится совсем другой книгой, а Нострадамус — совсем другим автором. И еще интересно то, что при жизни Нострадамус был знаменит вовсе не этой книгой пророчеств, а своими ежегодными альманахами. Книга прославилась уже после смерти Нострадамуса, когда многие альманахи были забыты и потеряны. И слава эта пришла от сына Нострадамуса, который написал его первую биографию, к которой тоже есть, кстати, немало вопросиков. Получилось, что у нашего героя как бы две истории. Одна реальная, которую он прожил, а другая — это его книга и тот смысл, который он в нее вкладывал, и который пытаются расшифровать уже несколько веков. Так что я расскажу вам обе эти истории. Сначала мы проживем жизнь Мишеля Нотр-Дама, а потом погрузимся в его книгу и узнаем, что же такого он там предсказал и почему эти пророчества не забывали до сих пор, несмотря на то, что в свое время он был далеко не единственным пророком. Семья Нострадамуса была родом из Испании, и если точнее, то они были потомками испанских евреев, которые были вынуждены бежать из страны после того, как им натурально запретили там жить. Запрет, правда, действовал не по национальному признаку, а по религиозному. В смысле, ты иудей? Давай до свидания. Вот так предки Нострадамуса бежали на юг Франции, в Авиньон, который, на удивление, славился веротерпимостью. Новое поколение семьи приняло таки католичество и сменило еврейскую фамилию на Нотр-Дам. Это, конечно, немного смешно, потому что сложно было придумать более католическую фамилию. В смысле, имя Мишеля Нотр-Дама можно перевести как «Миша Богоматерев». И это прям очень интересная ситуация. Прикиньте, на государственном уровне католическая власть полностью поддерживала евреев, пусть и крещенных, но все равно. Да, в некоторых храмах для них строились отдельные входы. Да, эти евреи должны были платить особый налог, но уже это было удивительной толерантностью. Причем на фоне того, что обычные жители таким миролюбием не славились и всячески пытались показать евреям, что им тут не рады. В этих конфликтах власть всегда вставала на сторону евреев. В Провансе, где жил Нострадамус, даже ввели закон, запрещающий ксенофобские оскорбления. И наказания там были весьма суровыми. На первый раз виновному обрезали часть языка, на второй секли до крови, а на третий приговаривали к смертной казни и конфискации имущества. В общем, во Франции дела у Нотр-Дамов пошли в гору. Они успешно торговали и вскоре даже получили дворянский титул. В 1511 году семья разбогатела настолько, что смогла купить дом в центре города. Примерно тогда же Мишель отправился в начальную школу. Правда, та начальная школа — это не наша современная школа. Там обычно все предметы преподавал один учитель, руководитель церковного хора. Детей учили читать, писать, считать, а заодно хорошим манерам. Но чаще всего учеба сводилась к бездумной зубрежке псалмов на латыни, смысл которых никто не объяснял. Юный Мишель после такой вот школы, в отличие от своих братьев, решил пойти не в торговлю, а продолжить обучение. Его отец, как ни странно, сопротивляться не стал, а спокойно дал сыну денег на поступление в колледж искусств в Авиньоне. Такая учеба длилась еще 3 года. Там все предметы делились как бы на 2 группы. Но не так, как сейчас. В смысле, у нас науки принято делить на техническую и гуманитарную. А во времена Возрождения принцип деления был другой. Правда, я его не до конца понимаю. В смысле, в одну группу, которая называлась «тривий», входили грамматика, риторика и логика. А в другую, которая называлась «квадривий», попали геометрия, арифметика, астрономия и, внезапно, музыка. Эту систему итальянские интеллектуалы подсмотрели у античных философов. Они добавили к ним только один новый предмет – теологию. Студенты в Авиньоне больше внимания уделяли девушкам и танцам, чем занятиям. Тем не менее, в возрасте 17 лет Нотр-Дам успешно сдал экзамен и получил звание магистра искусств. Примерно соответствует современной степени бакалавра. Но очень примерно. Как минимум потому, что сегодня ты фиг получишь бакалавра в 17 лет, и что сегодня бакалавров миллионы. А во времена Нострадамуса, когда во всей Франции грамотными были только 15% населения, иметь такое образование считалось очень престижным. После колледжа молодой Мишель Нотр-Дам решил, что все еще знает недостаточно. Хотя его уровень образования уже был выше, чем у 90% населения Европы. Он упорно стремился к новым знаниям и решил пойти по стопам родственников по материнской линии.
стать не торговцем, а врачом, потому что диплом врача тогда считался лучшим из всех возможных образований. Ну а так как у меня тут не просто поверхностный рассказ вроде «родился, учился», то тут надо будет сделать большую остановку и поговорить про то, а чем именно была европейская медицина XVI века. С одной стороны, она была, конечно, дико неэффективной жестью. С другой стороны, именно врачи были интеллектуальной элитой любого общества. Во время жизни Нострадамуса медицина переживала революцию. Конечно, там было еще много бреда, и революция не обязательно означала изменения к лучшему. Но факт в том, что эта наука действительно сдвинулась с мертвой точки, где стояла последнюю 1000 лет, и наконец-то поехала в светлое будущее. В университетах начали публично вскрывать трупы. Сначала в Италии, а потом и во Франции. Публика на такие представления валила толпами. И что интересно, церковь, вопреки легендам, не особо этому сопротивлялась. Начали выходить первые иллюстрированные трактаты по анатомии. Причем рисунки туда делали не халтурщики-фрилансеры, а ученики школы Тициана. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это если бы вам логотип нарисовал Сальвадор Дали. Хотя он нарисовал. Короче, главный вывод, который напрашивался, но который не все хотели признавать, это что античный врач Гален, главный идол всей медицины того времени, по трудам которого изучали анатомию примерно 1000 лет, скорее всего, анатомию не знал. В смысле, он препарировал животных и по их внутренностям пытался описать строение человека. Самых продвинутых медиков того времени это привело к убеждению, что тупо полностью доверять текстам великих людей прошлого, и что эксперименты рулят. Казалось бы, очевидная вещь, но тогда вокруг этого велись жесткие дебаты. Те, кто будет читать, изучая природу, а все астрологи, знаете, да будет по праву священным этот стих, не привлекший внимания черни, которая делает иначе, и пусть будут далеки от него невежды и варвары. По анатомии революция происходила и в химической медицине. Впервые врачи решили пересмотреть традиционную концепцию возникновения болезней. До этого считалось, что человек заболевает, когда в его организме нарушается баланс 4 жидкостей – крови, флегмы, черной желчи и желтой желчи. Их было принято соотносить с 4 качествами природы – холод, тепло, сухость и влажность. Лечение заключалось в удалении нездоровой жидкости, и для этого использовали слабительные клизму и банки. Ну а самым популярным методом было, конечно же, кровопускание. Лекарства тоже существовали, но представляли собой просто смесь растений, и направлены они были тоже не против конкретной болезни, а для восстановления баланса жидкостей. Эту концепцию пересмотрел Парацельс, современник Нострадамуса. Он решил, что болезнь лежит как бы не внутри человека, а снаружи, что микрокосмос внутри тела тесно связан с макрокосмосом Вселенной. Поэтому будущее медицины надо искать в алхимии и астрологии. Да, вначале я это уже говорил, но Парацельс – гений и реформатор медицины. Реально верил в алхимию и астрологию. Но не отменять же его заслуги только на том основании, что он верил в херню. Потому что, а кто тогда не верил? Кстати, Парацельс вел модную теорию лечить подобное подобным из совершенно неверных представлений о происхождении болезни. Тем не менее, именно благодаря этой теории врачи придумали лечить сифилис ртутью. И по меркам медицины того времени даже вполне успешно. Я на протяжении всего видео буду заставлять вас почувствовать себя человеком 16 века и посмотреть на мир его глазами. Потому что для нас сейчас все эти медицинские концепции полная херня. Типа, сначала верили в один бред, затем стали в другой. Зачем разбираться в сортах говна? А затем, что это помогает понимать эволюцию человеческой мысли. У людей прошлого не было такого количества знаний, как у нас. И они строили свои теории, исходя из очень обрывочной информации об окружающем мире. Но именно благодаря их работе мы постепенно получили современную науку. Так вот, Парацельс, помимо всего прочего, дико топил за медицинскую астрологию. Эта идея пришла ему в голову после прочтения античных философов. Их идеи взрывали мозг людям Ренессанса. Типа, ого, оказывается, человека можно рассматривать как часть природы и даже ставить в центр мира. Ничего себе! Из таких размышлений вышла натурфилософия. Учение, которое позже превратится в современную науку. Так вот, из этого выросли теории, что здоровье
зависит от внешнего мира. Логично? Логично. Но так как про микробов никто ничего не знал, то люди взяли из факторов влияния внешнего мира самое очевидное – планеты Солнечной системы. Никакой науки и научного метода еще не существовало. Можно подумать, а что такого? Никто ж не требует от вас сразу квантовую механику изучать. Но вы хотя бы просто не поддерживаете мракобесие, которое нельзя подтвердить экспериментами. Но нет, это так не работает. Если у вас в голове нет идеи, что свои гипотезы нужно проверять строгими экспериментами, то вы этого делать и не будете. Потому что представьте себе, до этой мысли тоже надо дойти. И судя по всему, сделать это не так просто, учитывая, что всякие тарологи и астрологи существуют до сих пор. Так что ученые и философы эпохи Возрождения ничем не сдерживали полет мысли. И та летала по Вселенной, сшибая звезды. Кстати, о звездах. Тогда буквально всем казалось вполне логичным, что небесные тела влияют на судьбу человечества. И эти мысли рождались не на пустом месте. В XVI веке быстро росли города, а это идеальное место для возникновения эпидемий. Врачи видели, что их старые методы лечения нифига не работают, и пытались изобрести новые. Да, получалось это у них не очень, но они хотя бы пытались. Долгое время главной болезнью Средневековья считалась проказа, но она практически исчезла, а вот чума постоянно о себе напоминала. То же самое касалось и других болезней. Врачи были бессильны перед тифом, главным бичом только-только зарождающихся массовых армий. Проблема тифа была настолько серьезной, что солдат от него умирало больше, чем от сражений. Но были у медицины Возрождения и свои достижения. Например, в борьбе с сифилисом. Он тоже появился где-то в эти годы. Скорее всего, его завезли из Америки. Так вот, массовую эпидемию удалось остановить благодаря пилюлям с ртутью. Про них я уже говорил. Они давали сильные побочные эффекты, но позволяли продлить больному жизнь на 20-30 лет. С чумой Мишель Нотр-Дам столкнулся в 17 лет, когда еще учился в колледже. Новая эпидемия прокатилась по всему югу Франции. Факультет, где учился Нотр-Дам, стал работать с перебоями, а потом и вовсе закрылся. Студенты разбежались кто куда. Некоторые даже не приходили получать дипломы, настолько был велик страх перед заразой. Вероятно, именно это событие послужило для Нострадамуса толчком, чтобы выбрать для себя профессию врача. Причем он отправился учиться не куда-нибудь, а в Монпелье, в лучший медицинский университет Франции. Тут, конечно, не обошлось без удачи. В плане того, что учиться на врача долго и дорого. Поэтому хорошо, что у отца Нострадамуса были деньги, чтобы нормально обеспечить его обучение. Вот так он уже второй раз становится студентом и начинает постигать самую передовую на тот момент медицинскую науку. И сейчас я расскажу, чему примерно он учился. Итальянский медик Фракасторо одним из первых поставил инфекционные заболевания в зависимость от конфигурации планет. И знаете, это не так глупо, как кажется. Я имею в виду, что, конечно, эта теория оказалась ошибочной, но сама по себе идея на тот момент была логичной. Известно, что чума приходила в Европу волнами. Несколько лет о ней ничего не было слышно. Потом она вдруг появилась, бушевала год или два и вновь исчезла. С чем была связана такая периодичность? Даже в наше время научный ответ на этот вопрос примерно такой. Фиг его знает. Пробовали привязывать вспышки чумы к неурожайным годам. Но быстро выяснилось, что чума и урожай никак между собой не связаны. И вот в 16 веке люди начали искать ответ на небесах. Но не просто молиться и ждать чуда, а пытаться установить связь между эпидемиями и движением планет. И самое интересное, что такие взаимосвязи действительно легко находились. Ведь в космосе все циклично, и всему, что происходит на Земле, при большом желании можно найти параллельные события на небе. Сейчас мы знаем, что это ошибка. Совпадение каких-то событий не означает, что между ними есть причинно-следственная связь. Но тогда этого не понимали. Наоборот, связь казалась очевидной. Так что такая медицинская астрология очень быстро стала уважаемой наукой. Ведь ее данные были универсальны и легко проверяемы. Наблюдения за планетами были доступны всем желающим. Теоретически, кто почувствовал себя нехорошо, мог посмотреть на звезды и увидеть, что Юпитер в неблагоприятном положении. Ну или Сатурн, или Меркурий. Планет много, а их конфигурации еще больше. Поэтому не было особой проблемы сопоставить их с любым событием на Земле. От насморка до войн и чумы. Астрологию и раньше уважали, а сейчас она стала чуть ли не самой авторитетной передовой наукой.
Так что если вы сегодня встретите описание деятелей эпохи Возрождения как каких-то суперрациональных мыслителей, опередивших свое время, то можете смело быть уверенным, что вам втирают какую-то дичь. Разумеется, они не были идиотами. Я даже думаю, что многие были поумнее, чем большинство современных людей. Просто мыслили они совершенно иначе. Вот в такие времена Мишель Нотр-Дам стал студентом-медиком. Неизвестно, повлияла ли чума на его решение стать врачом, но не исключено. Вообще, когда он сбежал из зараженного города, то несколько лет странствовал по Южной Франции и в каждом поселении заходил к местному аптекарю и интересовался целебными травами, записывал рецепты лекарств и косметики. Ну и уже после этого поступил в университет, без экзаменов, потому что, в отличие от других кандидатов, уже имел степень магистра искусств. Кстати, а мог бы и не поступить, но не из-за недостатка знаний, а потому что кто-то донес, что Нотр-Дам интересовался целебными зельями и сам пробовал создавать собственные микстуры. А врачам это было строго запрещено. Даже сейчас врач и фармацевт – это две разные специальности. А во времена Нострадамуса это были еще и разные вселенные. Врачи, аптекари и даже хирурги – это разные профессиональные сообщества, которые почти никак не были связаны между собой. Совмещать их было нельзя, потому что если ты врач, который решил еще и торговать лекарственными травами, то ты просто отбираешь хлеб у местного аптекаря. За соблюдением разделения специальностей строго следили. В общем, карьера Нотр-Дама висела на волоске. Но каким-то образом ему удалось отбрехаться, и его все-таки приняли в универ. Точная дата зачисления Нострадамуса на медицинский факультет университета Монпелье до сих пор неизвестна. Не то чтобы это было прям важно для моего рассказа, но деталь интересная. Большинство исследователей сходятся на 1529 год, потому что есть запись из реестра факультета с его фамилией. С другой стороны, уже в 1534 году Нострадамус выступал в качестве практикующего врача, что было невозможно без докторской степени. Но 5 лет – срок слишком короткий для того, чтобы заслужить звание доктора медицины. Даже самые способные студенты тратили на это 6-7 лет. Короче, этот вопрос остается открытым, но в целом он ни на что не влияет. Не так важно, в каком году Нотр-Дам стал студентом. Важно, что в принципе стал, и определил свою карьеру на всю оставшуюся жизнь. Как жилось студентам эпохи Возрождения? Ну, надо сказать, очень плохо. Университет брал их под свою защиту. Студент как бы не подчинялся местной городской власти. Судить его могли только в самом университете. Ну и, разумеется, студенты этим пользовались и оставались безнаказанными. Правда, обычно они нарушали закон, не сильно выходя за рамки. Ну там, набухаться и поорать на улице, например, или устроить торжественный пьяный марш в честь короля университета. Это была давняя традиция. Студенты избирали короля из своего числа и торжественно ему поклонялись. Никакой реальной власти такой король не имел. Выборы и парад были чисто поводом напиться и потусить. Тем не менее, реальным руководителям университета не нравилось даже ироничное покушение на их власть. Так что периодически они пытались запретить выборы. Студенты с этим не спорили. Они просто переименовали короля в аббата. И все. Суть праздника от этого никак не менялась. Была у студентов и своя дедовщина. Медики-первокурсники были вынуждены исполнять любые поручения учеников старших курсов. Вытирать столы, чистить обувь, готовить еду. И нет никаких сомнений, что Нотр-Дам тоже через все это проходил. Первое, что преподавали ученикам в Монпелье, это философия и теория медицины. По сути, пересказ учения Аристотеля, где он хоть что-то говорил о здоровье и врачебном деле. И еще учили базовой фармакологии и анатомии. Все это занимало где-то 3 года. После этого студент получал степень лицензиата медицины. Думаю, это можно сравнить с современным врачом-ординатором. Вместе со степенью Нотр-Дам получил право официально вести медицинскую практику, но только в деревнях. Для лечения жителей городов требовалось поучиться еще 2 года и получить степень доктора медицины. Поэтому Нотр-Дам решил закончить полное образование. Но не сразу. Сначала он отправился в почти 5-летнее путешествие, чтобы набраться опыта. Какие знания Нотр-Дам получил на следующем этапе? Главным образом студенты занимались заучиванием наизусть трактатов Гиппократа и Галена. Занятие это было чрезвычайно утомительным и малополезным, потому что, этим книгам уже тогда было по 1000 лет. Ошибок там было дофига, которые никто не хотел исправлять. Потому что как такие великие умы могли ошибаться?
Но хорошо, что учеба не ограничивалась только этим. Где-то в годы учебы Нострадамуса в Монпелье открылся анатомический театр. То есть студенты изучали анатомию, так сказать, наглядно, прямо на трупах. Тут интересно, что церковь и власть не запрещали такие медицинские шоу, но требовали, чтобы вскрывали только тела казненных преступников. А несмотря на наше представление о том времени, как о разгуле беспредела и жестокости, на самом деле к смертной казни приговаривали не так много людей. Поэтому за их тела между студентами велась настоящая охота, а иногда и вооруженные драки. Да, студенты собирались стенки на стенку, чтобы выяснить, кому достанется труп для учебы. А некоторые вообще плевали на закон и по ночам выкапывали свежие трупы из могил. Что только не сделаешь ради жажды знаний и пятерки по анатомии. Кстати, точно такими же вещами занимался Андреас Визалий, основоположник всей современной научной анатомии. Он тоже учился в одном универе с Нострадамусом. Правда, на несколько лет позже. Вообще, официальные вскрытия трупов проводились редко, но публично. Помимо студентов, поглазеть на это могли прийти практически все – дворяне, торговцы и женщины. Я их назвал отдельно только по одной причине. Чаще всего вскрывали мужские тела, а это, интересно, если вы понимаете, о чем я. Такое вот публичное малоаппетитное зрелище собирало не меньше народу, чем сегодня собирают модные показы. Кстати, вот еще одна интересная иллюстрация ко времени. Я ж говорил уже, что врачи и хирурги – это были разные специальности, которые нельзя смешивать. Так как в таком случае проводились вскрытия трупов? Очень просто. Вскрытие делал хирург, а руководил процессом врач. А еще студентов, разумеется, учили астрологии. Нострадамус нигде не упоминает, в какой момент он заинтересовался этой древней наукой. Но астрология была супер популярной среди гуманистов Ренессанса. Все ею или занимались, или как минимум верили, что эта штука работает и реально помогает улучшать жизнь. Так что интерес молодого врача Нотр-Дама к астрологии не был случайным. Эпоха Возрождения – это в каком-то смысле переломный период в развитии человечества. А еще это первая эпоха, к которой люди себя причисляли. В смысле, в Древнем Риме никто не говорил «я, мол, живу в Древнем Риме» и в античности. В Средневековье тоже никому и в голову не приходило, что они живут в Средневековье. А вот во время Возрождения вполне себе можно услышать от какого-нибудь мыслителя, что да, сейчас у нас на дворе эпоха Возрождения. Стремительные перемены происходили во всех областях знаний – география, техника, астрономия. С открытием Тихого океана выяснилось, что размеры Земли намного превышают предполагаемые. Даже бывший владелец лавки морских карт Христофор Колумб сильно ошибался в оценке величины нашей планеты. Собственно говоря, из-за этой ошибки он и отправился в плавание и случайно открыл Америку. В общем, происходили такие перемены, что их чувствовали не только ученые и короли, но и вообще все. Эволюционировало само общество. Вот как города жили раньше. Все делились по цехам – кузнецы, лодочники, пекари и так далее. Каждый цех тщательно охранял свои секреты. Мастер по производству колоколов из Парижа никогда бы не выдал рабочие секреты мастерам по производству колоколов из Марселя. Ну и как итог, твоя профессия – это основа твоей самоидентификации. Сразу после религии. Да, именно профессия, а не подданство или нация. Винодел из Франции мог считать винодела из Испании намного более своим, чем аптекаря с соседней улицы. Но именно с конца эпохи Возрождения в Европе начинают понемногу складываться нации, и появляется новое социальное понятие – личность. Наука в этот период перестала быть уделом узкого круга лиц, монахов и профессоров. Она вышла из монастырей и университетов, проникла в королевские замки и светские салоны. Рассуждать о мире и устройстве Вселенной стало модно. При этом переориентация мыслителей эпохи Возрождения с Бога на человека не означала торжество материализма. В смысле, никто не отказывался от существования сверхъестественного. Просто магию стали считать частью природы. Магия позволяла человеку стать свободным, самому управлять своей судьбой, получить какую-то власть над природой, перед которой до этого человек был бессилен. Да, с точки зрения современной науки, это был не контроль за силами природы, а иллюзия контроля. Но психологический эффект от веры в такой контроль был очень большим. Астрология в этом плане стала продолжением магии. Люди получали возможность как бы узнать свою судьбу, а значит, как это ни парадоксально, получить власть над ней.
Более того, стало казаться, что астрология в состоянии прогнозировать судьбу не только человека, но и государства. А еще это означало поставить под сомнение главенствующую роль Бога в человеческой судьбе. Священники, которые до этого считались чуть ли не просветленными наместниками Бога на земле, вдруг стали такими же людьми, как и все. Ведь звезды одинаково влияют на каждого, вне зависимости от его социального статуса. Тогда же появился и гороскоп Христа, где его автор объяснил распятие Иисуса не божественным провидением, а расположением звезд на небе. Еще один удар по авторитету церкви пришелся со стороны астрономии, когда Коперник предложил систему Вселенной, в центре которой стоит Солнце, а не Земля. У этого был и символический смысл. Солнце олицетворяло королевскую власть, то есть светскую, и гелиоцентрическая картина мира обозначала переход главной роли в обществе от церкви к королям. С высоты нынешней эпохи проще простого объявить астрологию дремучим суеверием и удивиться, чем она могла привлечь Нострадамуса. Ведь он же врач, человек науки. Такой мог поверить в астрологию только как легкий способ срубить бабла. Но дело в том, что в 16 веке астрологию реально считали серьезной наукой. Да, конечно, сейчас легко говорить, что это хрень и шарлатанство, но поймите, что тогда люди так не думали. И Нострадамус тоже. Его увлечение астрологией нельзя рассматривать вне времени. Строгое разделение между наукой и магией произошло только в XIX веке, и для этого потребовалась огромная интеллектуальная работа множества поколений. А до этого людям в массе своей казалось, что разделять-то тут в принципе нечего, ведь и то, и другое направлено на изучение мира и овладение его секретами. Великий астроном Иоганн Кеплер реально пытался найти в небе божественную гармонию, и ничего его в этом подходе не смущало. Это сейчас вам любой астроном захочет дать в тыкву, если случайно назвать его астрологом, но не в 16 веке. Третий премьер насколько ужасен, как был Нерон. Изгнанные отважные, которые проливали человеческую кровь, прикажет восстановить арку. Золотой век. Смерть. Новый король. Большой скандал. Итак, в системе знаний эпохи Возрождения астрология имела статус официальной науки. Ее считали одним из 7 свободных искусств, которые преподавали в университетах. Но это еще не все. Сейчас будет инфа, от которой у кого-то может взорваться мозг. Оказывается, в 16 веке было аж 3 разные астрологии, и отношение к ним тоже было очень разным. Итак, астрология делилась на юдициарную, естественную и сферическую. Юдициарная занималась определением влияния звезд на людей. Естественная – их влияние на земные стихии, а сферическая просто изучала движение звезд и планет. Это было время, когда ученые всерьез спорили, какая астрология правильная и как отделить научную астрологию от бреда. Отсылки на этот спор можно встретить все у того же писателя и, вероятно, однокурсника Нострадамуса Франсуа Рабле. Изучи все законы астрономии, а астрологические гадания пусть тебя не занимают, ибо все это вздор и обман. Так как сегодня мы знаем только одно определение астрологии и астрономии, то кажется все логично. Рабле выступает за науку против лженауки. Но не все так просто. Дело в том, что ко времени его учебы в универе астрология начала делиться. Первая астрология называлась медицинской или естественной. Она изучала планетарные конфигурации, чтобы поставить правильный диагноз и выбрать оптимальный курс лечения. Это была очень уважаемая сфера знаний. Медицинскую астрологию признавали все, и самые крупные ученые того времени, и церковь, и светская власть, и Рабле. Никакого противоречия тут не было. Ученые Возрождения пытались найти гармонию между макрокосмосом Вселенной и микрокосмосом отдельного человека. Нет ничего удивительного в том, чтобы предположить, что звезды могут влиять на организм. А значит, от врача требуется найти эту связь и на ее основании поставить диагноз и назначить лечение. Однако была и другая астрология – гадательная или юдициарная. Она утверждала, что по конфигурации планет можно предсказывать будущее как отдельных людей, так и целых стран. И вот это была самая спорная тема 16 века. С одной стороны, церковь запрещала предсказания, с другой, многие монахи занимались астрологией. С одной стороны, предсказания высмеивали крупные ученые, а с другой, ими занимались великие умы. Например, чем-то таким увлекался Леонардо да Винчи.
И, естественно, именно эта самая спорная часть астрологии и была наиболее популярна. Ее высмеивали, ее запрещали, за нее судили. И при этом при каждом короле были придворные астрологи. А брошюры с гороскопами разлетались как горячие пирожки. Именно эта астрология и станет профессией Мишеля Нотр-Дама и сохранит его имя в истории. В богатых семьях стало нормой при рождении ребенка заказывать его гороскоп. Некоторые над этим даже стебались уже тогда. Едва округляются животы их жен, как они посылают за составителем гороскопов. Родители спешат узнать, будет ли их будущее чадом мальчиком или девочкой. Они хотят знать и его судьбу. Если астролог заявил, что согласно гороскопу их отпрыск будет удачлив в войнах, они говорят: «Мы направим его к королевскому двору». Если прочат церковную стезю, говорят: «Мы подыщем ему богатое аббатство». Ну и раз эта тема была популярной, то очень много кто пытался на ней нажиться и выпускал фальшивые гороскопы. Опять же, это сейчас кажется, что фальшивый гороскоп – это масло масляное, но не тогда. В смысле, пока одни серьезные умы сидели с линейкой и вычисляли движение планет и сопоставляли их с событиями на Земле, другие их просто выдумывали. Разумеется, это бесило настоящих астрологов. Но и если уж монахи пытались обеспечить себе астрологическое сопровождение нескольких звездочетов, то чего уж говорить про дворян и королей. Во Франции астрологическая статья расходов появляется впервые в 1451 году. Туда официально входила оплата услуг астрологов за государственный счет. Платили им примерно 200 ливров в год, что в несколько десятков раз выше средней зарплаты горожанина того времени. Астрологи реально считались топ-специалистами. Екатерина Медичи не только слушала советов Нострадамуса, но и постоянно держала при дворе кучу других магов и астрологов, в основном из Италии. В самой Италии астрологи тоже занимали официальные посты. Причем даже в Ватикане про Святой Престол писали, что он еще никогда не отдавался гаданиям так, как сейчас. Ну и было третье направление астрологии, которое занималось всякими там неинтересными расчетами движения небесных тел. Думаю, тут вы легко можете догадаться, что она превратилась в нашу современную астрономию. В общем, все было сложно. Единственное, на что еще хочу обратить внимание, это то, что в среднем гуманисты Возрождения считали, что нельзя использовать астрологию только как инструмент для предсказаний. Типа, это слишком несерьезно. Вот, например, цитата из трактата итальянского мыслителя Пико делла Мирандоллы. Было бы серьезной ошибкой основать на астрономии пустую науку предсказателей и составителей гороскопов. Круто. Но при этом Мирандолла верил в магию, а против гороскопов выступал потому, что они противоречат христианскому догмату о свободе воли. В целом, в отношении к астрологии образованных людей XVI века можно выделить 4 линии. Представители первой из них отрицательно относились к предсказательной астрологии, но положительно относились к естественной. Типа, предсказать эпидемию по звездам можно, а вот личное счастье нет. При этом корни отрицания предсказательной астрологии у них могли быть очень разными. От сомнений в действенности астрологических методов до противоречия закону Божьему. К этим парням относились, например, Леонардо да Винчи и Жан Кальвин, один из самых главных протестантов XVI века. Вторая группа, к которой относились Джордано Бруно и Парацельс, настаивала на божественной сущности предсказательной астрологии. Она в их глазах была мощным инструментом построения новой картины природы и даже строительства нового гармоничного общества. И примечательно, что для этих авторов астрология выступала в первую очередь не как ремесло, а как искусство, которое может быть доступно только людям с чистой совестью. Для представителей третьей линии ценность астрологии лежала в основном в практической плоскости. Но в смысле к этой науке о звездах относились так же, как и к любой другой специальности. Например, умению лечить зубы или строить мосты. Они считали, что, как и в любой сфере, здесь есть и добросовестные профессионалы, и злостные шарлатаны. В астрологии они видели в основном средства облегчения жизни человека. К этой линии относились, так сказать, чистые астрологи. И, как ни странно, основатель школы рационального мышления философ Фрэнсис Бэкон. Эпоха Возрождения в философском смысле закончится тогда, когда мыслители попробуют отделить магию от науки, то есть очистить натурофилософию от ерунды. Результаты получились, конечно, интересные. Когда из астрологии попытались удалить всю мистику,
то оказалось, что в ней ничего и не осталось, кроме формул по тригонометрии. Галилей, потерпев неудачу на астрологическом фронте, разочаровался и посвятил себя астрономическим наблюдениям. Ну а последним профессионалом-астрологом среди ученых был Иоганн Кеплер. Он вообще пытался совместить астрологию и астрономию и вывести некие законы гармонии Вселенной, но безуспешно. В конце концов, Кеплер сам это понял, но тем не менее до конца жизни возил с собой тетрадь с подробным разбором собственного гороскопа, который он сам и сделал. Церковь также относилась к гадательной астрологии с подозрением, но там ситуация была тоже непростая. Один из лидеров реформации, Жан Кальвин, резко осудил гадательную астрологию, но при этом в том же сочинении заявил, что вообще-то он не против настоящей астрологии, и что в целом не отрицает влияние планет на жизнь. Потому что, на его взгляд, это влияние очевидно есть. Типа, согласно фазам Луны, заполняются устрицы и растет костный мозг. Ему кажется абсолютно нормальным, чтобы врачи были внимательны к планетным конфигурациям при назначении медицинских процедур или приема лекарств. Кальвин признавал, что между телом человека и звездами или планетами существует определенная связь, но он отвергал идею, что планеты могут влиять на судьбу человека. Но вообще астрологические выступления крайне мало били по престижу астрологов. Потому что почти всем казалось очевидным, что кругом творится какая-то чертовщина, ведьмы, колдуны, а еще затмения и кометы, которые тогда невозможно было объяснить никак, кроме как через мистику. Стены станут из кирпичных мраморными. 7,50 мирных лет. Радость людям, обновлен водопровод. Здоровье, великие плоды, радость, сладостное время. Итак, тут наш Нострадамус возвращается в университет, чтобы закончить образование. В реестре сохранилось собственноручное письменное заявление будущего предсказателя. Мишель де Нотр-Дам, родом из Прованса, из города Сен-Реми, Авиньонской епархии, прибыл для обучения в университет Монпелье, чей устав он клянется соблюдать. Он оплатил регистрационный сбор и избрал Антуана Рамье своим руководителем. Все это случилось 23 октября 1529 года. Строго говоря, у нас нет никакой информации, как именно и чему он учился. Хотя, учитывая контекст, о котором я только что рассказал, думаю, примерно список предметов можно представить. Четко мы знаем лишь то, что в 1532 году Мишель де Нотр-Дам успешно сдал выпускные экзамены. Наверняка многим будет интересно узнать, как проходили экзамены в то время. Это было очень тяжело. Испытания длились неделю. Все это время студент должен был отвечать на вопросы профессоров цитатами из медицинских текстов и комментариев к ним. Объем зубрежки был просто колоссальным. Никаких пониманий и рассуждений не требовалось. Надо было просто знать наизусть огромные тома древних сочинений. А можно ли было как-то обойти систему? За деньги порешать все вопросики. Кстати, деньги на экзаменах были необходимы. Но никакие вопросы не решали. Выпускник обязан был заплатить экзаменаторам из собственного кармана и угостить ужином и вином, причем обязательно благородным. Вот только это никак не влияло на оценку и не давало никакого блата. Если бы преподавателям того времени объяснили современную концепцию взяток, они бы сильно удивились. Тогда можно было бы и деньги взять, и на экзамене завалить, если студент ответов не знает. А деньги при этом были нужны немалые. Отец Нострадамуса даже специально написал в своем завещании, что много потратил на образование сына. Нотр-Дам прошел эти испытания и получил знаки докторской степени. Четырехугольную шапочку, которую и сегодня выдают многим европейским и американским выпускникам, золотое кольцо с личной врачебной печатью и книгу Гиппократа, на которой нужно было принести клятву. Кстати, клятва Гиппократа — это нифига себе такой здоровый текст, на 3 абзаца, а произнести ее нужно было наизусть. Медицинское обучение Нострадамуса проходило на фоне многолетних итальянских войн. Они начались в конце 15 века. Их суть сводилась к тому, кто должен больше влиять на итальянские княжества – Франция или Священная Римская империя.
Войны с небольшими перерывами шли до 1559 года, то есть на протяжении почти всей жизни Нострадамуса. В них так или иначе поучаствовали все основные государства Европы. Последствия войны были колоссальными. Вообще все. Политические, экономические и культурные. Благодаря им Франция познакомилась с итальянской культурой Возрождения. Появилась мода на все итальянское. И если что, именно в это время король Франциск I пригласил в Париж престарелого гения Леонардо да Винчи. В 1525 году для Франции случилось страшное. После битвы попал в плен король Франциск I. К тому времени Нострадамус уже увлекался астрологией и имел возможность убедиться, насколько популярные астрологические прогнозы могут расходиться с реальностью. Большой всплеск самых мрачных ожиданий пришелся на предыдущий 524 год, когда все боялись парада планет. Основная масса самых жутких предсказаний шла из Германии. Типа «Покайтесь, нас ждет новый вселенский потоп, держите голову выше, добрые христиане». Европу охватил ужас грядущего катаклизма. Но потопа так и не произошло. Король тоже вернулся из плена. И вся история вызвала длительный срач между астрологами. Почему же предсказания не сбылись? В 1525 году во Флоренции началась чума, которая быстро пришла во Францию, в Авиньон, Тулузу и Бордо. Но первым городом, где разыгралась эпидемия, стал Нарбонн. Нострадамус одним из первых врачей отправился туда, чтобы помочь справиться с болезнью. И запомнил этот малозначительный город на всю жизнь. В книге пророчеств он упоминается 11 раз. Столько же, сколько Париж. Затем чума перекинулась на Тулузу, и Нострадамус последовал вслед за ней. Молодой врач Мишель Нотр-Дам в охваченной чумой городе своими глазами видит, что от страшной болезни не защищают ни деньги, ни положение в обществе. Перед лицом смерти нет ни бедного, ни богатого, ни знатного, ни безродного. Но помимо болезни, люди и сами прекрасно справляются с убийствами себе подобных. Нотр-Дам 100% видел железную клетку на мосту, куда сажали богохульников, а потом опускали ее в воду, пока те не захлебнулись. Может быть, тогда в его голове закралась мысль, а не является ли чума божьим наказанием за человеческую жестокость? В 1528 году весь юг Франции вновь охватила эпидемия, еще более страшная, чем прежняя. После ее окончания осенью следующего года Мишель вернулся в Монпелье, чтобы получить степень доктора. Потом он вспоминал, что 5 лет активной медицинской практики отдалили его от книжных занятий, и он чувствовал себя очень плохо подготовленным к экзаменам. Ему было 26 лет. Тем же 1533 годом датировано первое дошедшее до наших дней произведение Нострадамуса. Парафраз Геленова «Увещевание Менадота в изучении изящных искусств», а также медицины. По сути, это был перевод на французский греческого текста, который приписывали Галену. Ну, про этого человека я уже говорил. Классик, гений и все такое. Судя по всему, перевод был основной темой докторской диссертации Нотр-Дама. Потому что в предисловии он хвалит врачей из университета Монпелье, людей весьма ученых. А еще хвалит своего брата Жана, который, кстати, тоже стал известным писателем, только в жанре нон-фикшн. Он провел масштабную работу по изучению биографии знаменитых поэтов Прованса. После получения докторской степени Нострадамус снова отправился странствовать. О следующих 6 годах его жизни с 1533 по 1939 мы почти ничего не знаем. Ранние биографы будущего пророка, которые относились к своей работе серьезно, обычно писали что-то в духе странствовал, лечил, набирался опыта. А менее серьезные авторы городили любую непроверяемую чушь, лишь бы придать Нострадамусу побольше авторитета. Там вообще цирк с конями. Если верить этим сочинениям, то Нострадамус в эти годы совершал путешествия на восток, в Индию и Египет, и добрался даже до Шамбалы. На обсуждение этого бреда даже не хочется тратить время. Могу только сказать, что все эти выдумки появились лет через 200 после смерти Нострадамуса, когда тема восточной мудрости стала популярной в Европе. А при его жизни европейцам было глубоко наплевать даже на Египет, который находился рядом, не говоря уж о Тибете. А что нам точно известно, так это то, что Нострадамус странствовал не очень долго. В 1533 году, когда он жил в Тулузе, ему пришло письмо от Жюля Скаллигера, известного французского филолога, поэта и врача. Там Скаллигер писал, что много слышал о Нотр-Даме, как о молодом, но способном медике, и пригласил его в гости к себе, в Ажен. Это небольшой город рядом с Тулузой. В общем, так Нострадамус стал помощником очень знаменитого врача.
он поселился рядом и женился. Его первой женой стала Генриетта де Энкос, и это все, что о ней известно. В этом браке родилось 2 детей, у которых не сохранились даже имена. Известно, что в это время Нотр-Дам имел много пациентов и часто путешествовал по соседним деревням и поместьям. Врачи тогда, кстати, передвигались на мулах, а не на лошадях. Это было скорее данью традиции, чем необходимостью. В целом, у врачей было достаточно денег, чтобы позволить себе телегу с лошадью. Нотр-Дам, например, лечил далеко не просто нищих крестьян. К нему ходили многие богатые горожане. Постепенно он стал важным членом местного высшего общества. Вокруг Скаллигера и Нотр-Дама стал собираться круг интеллектуалов. Их собрания любили посещать самые благородные люди Ажена. Даже приезжали гости из других городов Прованса. Жюль Скаллигер – это, кстати, батя Жанна Скаллигера, основателя всей современной научной хронологии. Вообще их дружба с Нострадамусом – странное явление. Я имею в виду, что до этой эпохи Возрождения было не принято выпячивать свою личность. Но Ренессанс сделал скромность пережитком прошлого. Стала модным позиция типа «это я, посмотрите на меня, я придумал это». Я создал то. Так вот, Скаллигер выделялся даже на фоне всех хвостунов Возрождения. Его триггерила чужая слава, особенно когда это касалось его знакомых. Если кто-то из его друзей или коллег становился более знаменитым, то он тут же выписывал его из друзей и начинал изо всех сил поливать говно. Так получилось и с Нострадамусом. Пока молодой врач был ноунеймом, то какой же хороший человек. Надежный, умный, талантливый. Но вот когда его пригласили в Париж к королеве, то в глазах Скаллигера этот умный и талантливый врач моментально превратился в мерзкого шарлатана и еврея. Легковерная Галлия, на что ты надеешься? Чего ты ждешь? Подвешенная на оракулах, которыми искусно злословит Иудея. Страдаешь ли ты от этого злодея, который играет столь славными скипетрами? Видишь ли ты, насколько вздорен язык этого презренного болтуна? Выносимо ли для тебя, что этот человек смеется над твоим доверием? Да, не хотел бы я себе такого друга. Кстати, а вот Нотр-Дам такого себе не позволял и всегда отзывался о Скаллигере в восторженном тоне. Называл его человеком, сведущим и ученым, личностью, которую я не знаю, с кем можно сравнить, кроме Плутарха. Получилось, что ученик оказался намного тактичнее своего учителя. Но это будет потом. А тогда, в 1533 году, Нотр-Дам явно понравился Скаллигеру. Правда, никто еще не знал, что весь прекрасный мир вокруг доживал последние спокойные дни. До Южной Франции начинали докатываться волны реформации из Германии. Вскоре французы возненавидят друг друга и начнут резать во имя Господа. А первые протестанты Прованса, кстати, появились как раз в компании Скаллигера и Нострадамуса. Уже вскоре на них донесли, и пошло-поехало. В следующий раз на страницах истории мы встречаем Нострадамуса в 1538 году, когда он вместе со Скаллигером попал в поле зрения инквизиции Тулузы. А это были самые жесткие парни во Франции. Таких упоротых религиозных консерваторов еще надо было поискать. 40% всех смертных приговоров еретикам во Франции выносились именно в Тулузе. Так почему они вдруг заинтересовались никому неизвестным врачом? Все дело в возрастающем влиянии протестантизма на юге Франции. А протестанты, с точки зрения католиков, жуткие еретики, особенно в глазах инквизиторов. Так вот, в Ажене был такой Филибер Саразен, протестант, не скрывающий своих взглядов. Он входил в интеллектуальную тусовку города и, разумеется, общался со Скаллигером и Нострадамусом. В ходе расследования 3 монаха местного монастыря дали показания против Нострадамуса. Они сообщили, что в 1533 или 1534 году он в их присутствии произносил речи против образов Христа и святых и их почитания. Что скрывалось за этой фразой? Довольно простая история. Ажен – это центр торговли. Рыночная площадь была самым тусовочным местом города. Там не только продавали все на свете, но и устраивали выступления. И вот Нотр-Дам как-то пришел на площадь и увидел толпу, которая окружила юного послушника монастыря. Тот прямо на глазах публики делал из расплавленного свинца фигурки Богоматери. Монах уверял зрителей, что если купить такую статуэтку, то можно получить благословение самой Девы Марии. Нотр-Дам вмешался и насмешливо заявил, типа «А знаете ли вы, брат мой, что делая подобные изображения, изготавливаете только идолов? Не знаете?
Тогда я рекомендую вам изучить послание апостола Павла. Здесь Нотр-Дам отсылается к одному из текстов Нового Завета, где Павел выступает против язычества. То есть такой фразой Нотр-Дам выступил против культа христианских святых. В этом конкретном случае против культа Богоматери, то есть против Нотр-Дам. Иронично, что он сам носил такую фамилию. Вот, в общем-то, и вся история. Но из-за нее он попал в поле внимания инквизиторов. Во время суда появились еще и обвинения, что Нотр-Дам якобы грозился выкинуть из храмов все иконы. Но подтверждения этому нет. Главное тут другое. Это все были признаки скорого начала религиозной войны. Нострадамуса, по сути, обвиняли в мелочах. Раньше бы никто на это не обратил внимания. Но теперь времена изменились. Люди стали более подозрительными. Вдруг кто-то окажется скрытым еретиком-протестантом. А кого еще подозревать, как не главных умников? Собираются, что-то там книжки странные читают. Наверняка замышляют что-то недоброе. Но отчасти это было правдой. Многие интеллектуалы действительно с интересом относились к протестантизму. Но вначале даже и подумать никто не мог, что это может привести к каким-то проблемам. В смысле, история с фигуркой Богоматери произошла в 1533 году, а донесли на Нострадамуса только через 5 лет. И это могло очень плохо закончиться. Но беда не приходит одна. Примерно в то же время скоропостижно умерли жена и оба ребенка Нострадамуса. Во всех биографиях пишут, что они умерли от чумы. Но на самом деле мы этого не знаем. В те годы в Ажене не было вспышек этой болезни. Тут стоит уточнить, что чумой тогда называли не конкретную болезнь, а чуть ли не любую эпидемию. Так что семья Нострадамуса могла умереть и от другой инфекции, или вообще не от инфекции, а, скажем, во время ограбления. Как бы там ни было, сам Нострадамус в будущем никогда и нигде не упоминал о своей первой жене и детях. А значит, в Ажене произошло что-то такое, о чем предсказатель предпочитал не вспоминать. Оставаться в Ажене больше не имело смысла. Семья погибла. Расследование инквизиторов грозило серьезными неприятностями. Дружба со Скаллигером закончилась. Так что Нострадамус бежал из города. Следующие 5 лет до 1544 года Нострадамус снова провел в странствиях. Об этом его путешествии известно больше, чем о первом. Нотр-Дам побывал в разных городах Европы, в Священной Римской империи. Как ни странно, это значит, что он был не в Италии, а в Германии. Но если что, странствие это не означает современный туризм. Нотр-Дам путешествовал в качестве врача. Лицензия позволяла ему посещать разные города, снимать дом и проводить медицинские консультации. За счет этого он жил. Врачи тогда вообще неплохо зарабатывали. Далеко от своей земли король проиграет битву. Он быстро бежит, но его будут преследовать и поймают. Невежда захватит его позолоченную кольчугу, переодетого враг застигнет его врасплох. Вообще он довольно много рассказывал потом об этих путешествиях, но по этим рассказам трудно установить хронологию странствий. Слишком обрывочная информация в них содержится. Но зато именно тогда про него начинают рассказывать анекдоты. Но анекдоты не в современном смысле, а в старинном. Типа короткая поучительная история. Не обязательно смешная. Вот, например, такая. Как-то Нострадамус остановился в замке у неких де Флоренвелей, куда он был приглашен как врач. Однажды месье де Флоренвель гулял в обществе Нострадамуса по скотному двору и решил проверить его пророческий дар. Он указал на 2 поросят, черного и белого, и спросил, какая судьба их ждет. Нострадамус тут же ответил: мы съедим черного, а волк съест белого. Флоренвиль решил подшутить над пророком и приказал повару зарезать белого поросенка к ужину. Повар выполнил приказ и оставил поросенка жариться на вертеле. Но когда он отошел по делам, в зал вбежал волчонок, который жил в замке, и съел поросенка. Возвратившийся на кухню повар испугался наказания и тайно зарезал черного поросенка, которого и подал к ужину. Во время еды Флоренвиль с иронией сказал Нострадамусу, что его предсказание не сбылось. Ведь мы едим белого поросенка, а черный вообще жив-здоров, и волк его даже не нюхал. На что Нострадамус, не моргнув глазом, заявил, что не верит этому, и на столе у них сейчас именно черный поросенок. Тогда Флоренвиль приказал вызвать повара, чтобы подтвердить свои слова. Но тот неожиданно выдал ему всю правду. И вот так якобы в очередной раз подтвердились чудесные способности Нострадамуса. Отсюда можно сделать вывод, что уже в это время о нем начинают говорить как о предсказателе. Еще нет никаких книг, никаких альманахов, а анекдоты уже есть. Хотя, опять же, может он появился намного позже.
Тут как бы никто свечку не держал. Ну а сам Нотр-Дам об этом путешествии сообщил только то, что вел врачебную практику в Бордо, Тулузе, Нарбоне и Каркассоне. То есть не выезжал за пределы Южной Франции. И интересовали его тогда совсем не предсказания. В воспоминаниях он описал другой эпизод. Когда он жил в Бордо, то часто гостил у местного аптекаря. И вот когда они беседовали в очередной раз, в лавку зашел крестьянин с 2 кусками амбры на продажу. Амбра – это, если что, какая-то хрень, которая образуется в кишках китов. Ее периодически выбрасывали на берег, и раньше в медицине ее считали прям крутым лекарством. Так вот, крестьянин нашел 2 куска этой вот фигни и решил заработать бабла. Но аптекарь засомневался, действительно ли это качественный товар или говно какое-то. Говно в прямом смысле. Аптекарь реально решил, что эта амбра больше похожа на экскременты. Нострадамус решил провести эксперимент и описал его так. Лиса, унюхавшая амбру издалека, проглотила этот кусок, но тут же исторгла его сзади. Это именно то, что мы называем амброй, исторгнутой лисицей. Способ проверки, конечно, странный, но зато все убедились, что крестьянин не врал. В конце Нострадамус отметил, что такая вот амбра особенно ценная для изготовления косметики. Я бы таким пользоваться точно не рискнул. Во время второго странствия Нотр-Дам написал свою вторую сохранившуюся книгу «Перевод иероглифики Горополона». Помимо интереса к античности, во времена Нострадамуса люди также увлекались и египетскими иероглифами. Это может показаться противоречием, потому что до этого я говорил, что европейцам было плевать на Египет. Но на самом деле противоречия тут нет. Им и правда было плевать на современный им Египет. А вот на всякие там античные древности очень даже не плевать. Так что Нострадамус прочитал трактат об иероглифах и решил тоже попробовать их перевести. В воздухе витала идея, что эти загадочные письмена таят в себе великие знания. Скорее всего, даже большие, чем сочинения античности. Ну, потому что они же еще древнее. Так что Нострадамус нашел книгу с иероглифами и приступил к работе. Они оставались нерасшифрованными, и многие современники Мишеля брались их расшифровывать. Это ведь было время безграничной веры в человеческий разум. Казалось, что ему все подвластно. Надо просто сесть, напрячься как следует и подумать. И тысячелетние египетские тайны будут разгаданы. Вот этим Нострадамус и занялся. Его переводы иероглифов были сделаны в стихах, и стихи, судя по всему, были хорошие. Вот только переводом там и не пахло. В лучшем случае их можно было назвать фантазией на тему. Общий тон трактата Нострадамуса радостный и оптимистичный. По сути, это гимн наукам и образованности, без которых невозможно постичь тайны природы. Если искусство чтения иероглифов утрачено и оказалось окутанным тайной, если природа еще скрывает некие загадки, превосходящие возможности человеческого разума, надо приложить все усилия, чтобы разгадать их. История циклична. Когда-то иероглифы читать умели, а теперь нет. Но возвращается время, когда это знание вновь откроется трудолюбивым и людям. Впрочем, эту свою вторую книгу он так и не издал. Этому помешали очередные печальные события. В ноябре 1544 года обильные дожди в Провансе вызвали наводнение, которое разрушило часть городской стены. Река вышла из берегов, и по воде в своих гробах плавали трупы с кладбищ и трупы тысяч погибших животных. Ну а сразу после наводнения в Южную Францию пришла чума. Я уже говорил, что термин «чума», означающий в современной медицине конкретную болезнь, в прежней эпохе использовался в широком смысле для назначения почти всех эпидемических заболеваний. Поэтому современным историкам часто приходится отдельно прилагать усилия, чтобы понять, что конкретно имели в виду европейцы, когда писали про очередную чуму, За ней могли скрываться дизентерия, тиф, менингит, ну и, конечно, сама чума. Чума принадлежит к числу высокозаразных заболеваний. Простого контакта с больным или принадлежавшей ему одеждой было достаточно, чтобы заразиться. Обычно чума начиналась с легкого озноба, за которым следовал жар, державшийся в течение всей болезни. И еще краснота глаз, воспаление горла, сухой черный язык с трещинами, неутолимая жажда, зловонный запах изо рта и затрудненное дыхание. У больного наблюдалось бледное лицо и шатающаяся походка. Затем болезнь переходила на грудь. За первыми симптомами следовали частое чихание, изнуряющий кашель, хрипота, тошнота, рвота с кровью, судороги. Короче, полная жесть.
Бубонная чума сопровождалась вздутием лимфоузлов, высокой температурой и бредом. Даже если на улице было прохладно, кожа становилась красной и сухой, тело покрывалось черными нарывами, язва образовывалась в тех местах, куда человека укусили зараженные блохи. Люди буквально сходили с ума. Кто-то от боли, а кто-то от поражения мозга. Некоторые больные, обезумев от жажды, бросались в реки или колодцы. Многие практически не спали и умирали от истощения. Отчаяние – главный спутник чумы. Заболевшие с нетерпением ждали смерти, потому что только так можно было прекратить страдания. В среднем смерть наступала в течение недели. Но были случаи молниеносного течения болезни. Еще утром человек был весел и здоров, а вечером умирал в муках. Главная задача в таких условиях оказывалась не только лечение, сколько выявление больных. Она возлагалась как на власти, так и на всех, кто имел хоть какое-то отношение к лечебному делу, от парикмахеров до докторов медицины. Но даже средства диагностики были крайне несовершенными, что еще больше затрудняло сдерживание эпидемии. Зараженные дома обычно закрывались, а больных свозили в импровизированные госпитали с очень разными условиями. В Руане, например, построили отдельную больницу для зараженных, а в Мулене на окраине города просто соорудили деревянные нары с соломой под открытым небом, чтобы потом после эпидемии их сжечь. Но были случаи, когда зачумленные городские кварталы сжигались целиком вместе с оставшимися там людьми. Самая сильная эпидемия чумы гуляла по Европе в XIV веке. Она сократила население континента чуть ли не на треть. Но если тогда жителей охватил печальный фатализм, в смысле мало кто пытался бороться с болезнью, ее воспринимали как божью кару, с которой ничего нельзя сделать, то вот сейчас отношение изменилось. Появилась идея, что бороться против чумы нужно. Ее реально победить. Надо просто понять, как. Важным этапом стало создание специальных госпиталей для жертв эпидемии. Страны стали тратить значительно больше денег на лекарства. Неизвестность – благодатная почва для суеверий. В атмосфере тайны, которой сопровождался приход чумы, страх смерти пробуждался при одном лишь упоминании этой ужасной болезни, а ужас, который пропитывал общество, был иногда куда более разрушительным, чем сама чума. У человечества не было ни лекарств, ни методов, ни знаний против этой болезни. Тем не менее, люди не были бы людьми, если бы не пытались понять, что это вообще такое и почему оно происходит. Так как же объяснить эпидемии в эпоху, когда ничего не знали про бактерии? Глобальные причины эпидемии виделись в затмениях Солнца и Луны, конфигурациях планет, особенно Марса и Сатурна, и появлении на ночном небе комет. Считалось, что под влиянием этих астрологических факторов на Земле происходит выброс некоего вещества – контагия, который и считался источником чумы. Этот вывод хоть и был бредовым, но он куда ближе к реальной причине эпидемии, чем древнее учение о балансе 4 жидкостей. Вот, кстати, давайте зачитаю реальное медицинское заключение тех лет. Мы думаем, что небесные светила, направляемые природой, делают усилия в своем небесном могуществе для покровительства человеческому роду и для исцеления его болезней. И вместе с Солнцем для проникания силою огня через густоту тумана в продолжении 10 дней и до 17 числа ближайшего месяца июля. Этот туман превратится в гнилой дождь, падение которого очистит воздух. Тот час, как гром или град возвестит его, каждый должен остерегаться этого дождя, зажигая костры из виноградных ветвей, лаврового или другого зеленого дерева. Пусть жгут в больших количествах полынь и ромашку на общественных площадях и в местах многолюдных. Пусть никто не выходит в поле, прежде нежели совершенно не высохнет земля, и 3 дня после того каждый в это время пусть позаботится принимать немного пищи и остерегаться утренней, вечерней и ночной прохлады. Пусть не едят ни живности, ни водяных птиц, ни молодой свинины, ни старого быка. Пусть употребляют мясо животных, одаренных натурой горячей и сухой, но не горячащей, не раздражающей. Сразу вспоминают анекдоты про магические заговоры, когда нужно выйти ночью в поле под полной луной и 3 раза поцеловать жабу. Это, если что, было научное объяснение чумы. Но были и другие. Любая жесть – это питательная среда для моральной паники.
И если объяснение с контагием вам показалось бредом, то вот послушайте, как эпидемию объясняли люди попроще. А они говорили, что это все происки неких врагов. Скорее всего, евреев, которые хотят убить всех христиан. Евреи якобы отравляли колодцы, мазали лавки в церкви ядовитыми веществами, проводили магический ритуал. Тот факт, что евреи точно так же, как и христиане, умирали от чумы, в расчет не принимался. В XVI веке тема еврейского заговора еще не была настолько популярной у власти и церкви, но невежественная толпа все равно поубивала достаточно евреев и даже христиан, которых подозревали в пособничестве евреям. Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отомщена смерть. И кровь праведника, взятого и осужденного без преступления, и знатной дамы, оскорбленной притворством. В общем, во время вспышки чумы власти региона призвали на помощь врачей и добровольцев. И Нострадамус откликнулся на этот призыв. Он нарядился в жуткий костюм чумного доктора и принял самое активное участие в борьбе с эпидемией. Сразу в нескольких городах. В общем, реально вел себя как герой, учитывая, что врачи тоже постоянно становились жертвами чумы. Вот что сам Нострадамус писал о тех днях. Чума началась в последний день мая и продолжалась целых 9 месяцев, когда люди умирали все подряд, всех возрастов, в таких количествах, что кладбища оказались сплошь заполнены мертвецами и не находилось более священной земли, чтобы их хоронить. Большая часть на второй день впадала в лихорадку. На тех, кто впал в лихорадку, появлялись пятна, а те, на ком они появлялись, скоропостижно умирали. После смерти каждый был покрыт черными пятнами. Было достаточно приблизиться менее чем на 5 шагов к зачумленному, чтобы каждый, кто это сделал, оказался пораженным. И на многих появлялись язвы спереди и сзади. И они не жили более 6 дней. Кровопускание и укрепляющие лекарства оказывались неэффективными. Когда проводили осмотр города и удаляли из него зачумленных, на другое утро их было еще больше, чем накануне. Многие кидались в колодцы, иные выбрасывались из своих окон. Другие, у кого были язвы сзади плеча и спереди грудной железы, испытывали носовое кровотечение, которое продолжалось и ночью, и днем, пока они не умирали. Отчаяние было столь велико, что часто умирали в отсутствии стакана воды, с серебром и с золотом в руках. Среди всех событий, которые я видел, была женщина, которая звала меня из окна. Я разглядел, что она в одиночестве шила себе саван, начиная с ног. Подошла санитарная команда. Я пожелал войти в дом этой женщины и нашел ее лежащей мертвой посреди дома, рядом со своей наполовину сшитой плащаницей. Кстати, возвращаясь к слухам о тайных вредителях, которые якобы травят людей чумой. Рассказывали, что эти враги делают экстракт из кожи умерших и мажут ими ручки входных дверей. И, мол, достаточно одного прикосновения, чтобы заразиться со 100% вероятностью. Скорее всего, этот слух появился не сам собой. Его распространяли мародеры. С его помощью было легко напугать горожан настолько, чтобы они не приближались к вымершим домам, и можно было их спокойно грабить. Для медиков той эпохи чума была ядом, который надо было каким-то способом изгнать из организма. Врачи пытались применять слабительные и патагонные средства, пытались устранять некие болезнетворные запахи с помощью ароматов розы и чеснока, давали больным лекарственные растения и, разумеется, делали кровопускание. Считалось, что оно помогает изгнать инфекцию. В современной медицине показания к кровопусканию строго ограничены. Настолько строго, что эта процедура практически никогда не применяется. Ну, может быть, там при гипертоническом кризе или отравлении угарным газом. Но точно не при инфекциях. Это верный путь в могилу. Но по сути, больным чумой что делает кровопускание, что нет. Результат все равно будет один. Был еще один метод, который с горем пополам можно было назвать рабочим. Это прижигание каленым, железом. Человек и так страдает от жуткой боли, а тут еще ему и раскаленную кочергу засовывают куда не надо. Но что самое забавное, это даже иногда помогало, если это можно назвать, конечно, помощью. Вот как это описывают современные врачи. Этот примитивный способ очистки организма действительно давал результат.
если человек, по отношению к которому он был применен, не умирал от сердечного приступа, не впадал в необратимый шок, не сходил с ума от боли. В целом, врачи очень много что-то пытались сделать, но почти ничего не помогало. Например, обрызгивали дома травяными отварами, рекомендовали людям для профилактики пить воду с уксусом, потому что от чумы тела как бы гниют, а уксус – это консервант. Следовательно, если пить уксус, то не будешь разлагаться. Ну, что я могу сказать? Разлагаться, может, и не будешь, но умрешь. И еще рекомендовали есть побольше чеснока, потому что он сильно пахнет, а значит, отпугивает болезнь. Использовали алхимические средства для нейтрализации яда. К примеру, изумруд, гранат, бирюзу и аметист. Эффективность всех этих средств была крайне невысокой. Да она и не могла быть другой. В медицине без антибиотиков и прививок. Ну а больше всего мне нравится совет вдыхать поменьше воздуха. Вообще не представляю, как ему можно следовать. Единственным полезным советом от чумы было убежать пораньше и подальше, а вернуться попозже. Так вот, Нотр-Дам в этих условиях практически без какой-либо надежды на успех принимал самое активное участие в борьбе с чумой. И не один раз. В 1544 году это было в Тулузе. Затем, через 2 года, он уже разгуливает в костюме чумного доктора по Провансу. Там ситуация была вообще капец. В первые же дни городской парламент сбежал из города. Врачи, которые решили мужественно бороться с эпидемией, умерли почти в полном составе. Тогда позвали добровольцев, и Нострадамус стал одним из первых, кто решил помочь. Потом в своей книге Нострадамус опубликует собственный рецепт лекарства от чумы. Возьмите опилки кипариса самого зеленого, какой только сможете найти, 1 унцию. Флорентийского ириса 6 унций, гвоздики 3 унции, ароматического тростника 3 драхмы, алоэ 6 драхм. Разотрите все это в порошок и позаботьтесь о том, чтобы оно не выветрилось. Затем возьмите красные зрелые розы, 3 или 4 сотни, хорошо очищенные, самые свежие и собранные до росы. Тщательно разотрите их и смешайте с полученным ранее порошком. Когда все хорошо перемешается, изготовьте из этого маленькие плоские пилюли и высушите в тени. Все, кто этим пользовались, спасались. Состав, разработанный Нострадамусом, на современном медицинском языке можно назвать биологически активной добавкой к пище с дезинфицирующим действием. Он не выходил за рамки медицинских знаний тех лет. Очевидно, что и эффект его был таким же, как и у других рецептов, то есть невысокий. Но это не умаляет безусловной личной смелости Нотр-Дама, который не бежал от опасности, а шел ей навстречу. Возможно, такая самоотверженность объясняется тем, что чума унесла у него жену и детей, и он воспринимал борьбу с этой болезнью как что-то личное. На 5,40 градуса небо загорится. Огонь приблизится к большому новому городу. В одно мгновение вспыхнет и распространится огромный огонь, когда захотят подтвердить предположения норманнов. Наконец чума отступила, и Нострадамус, которому исполнилось уже 44 года, решил прекратить жизнь странствующего врача. Местом своего проживания он избрал Салон-де-Крео, маленький городок в его родном Провансе. Там жило около 3000 жителей. Скорее всего, он переехал сюда, потому что его брат был женат на девушке из Салона. Возможно даже, что эта девушка познакомила Мишеля с Анной Понсар, молодой вдовой из хорошей семьи. Ее первый муж недавно умер от чумы, детей у них не было. Получился идеальный союз 2 людей, которые уже знали, что такое потерять близких. Они поженились в 1547 году. Именно здесь, в этом крохотном городе, Нострадамус проживет почти все оставшиеся годы. Ему хватило денег купить большой дом. Сегодня улица, где жил Нострадамус, носит его имя. Здесь на чердаке была небольшая комната, в которую вела винтовая лестница. Нострадамус превратил ее одновременно в обсерваторию и кабинет. В ней он напишет все свои главные произведения, над которыми многие до сих пор ломают голову. Но перед этим он 2 года путешествовал по Италии, потому что настоящий мыслитель эпохи Возрождения просто не мог не посетить родину этой философии. Нострадамус привез оттуда целую книгу рецептов, от лечебных мазей до варенья. На время этих коротких итальянских путешествий приходится, пожалуй, самый знаменитый анекдот о жизни Нострадамуса. Якобы он встретил на улице монаха по имени Феликс Перетти и почтительно преклонил перед ним колени.
Молодой и никому неизвестный монах, конечно, удивился. Не спятил ли этот дед? И, кажется, спятил. Потому что он ответил, что только так стоит вести себя перед папой римским. И вот через много лет этот монах действительно стал папой под именем Сикст V. Красивая история, которая ничем не подтверждена. Затем Нострадамус посетил Милан. Оттуда он привез удивительную книгу о свадебном пире, где чуть ли не половина текста представляла собой описание бесконечного количества еды. Нострадамус потом перевел это сочинение на французский. У меня не было аппетита, поэтому я больше смотрел по сторонам, чем ел. Сначала принесли розовую воду для мытья рук. Потом предложили постилки из кедровых орешков и засахаренный миндаль, называемый здесь марципаном. На второе были гренки со спаржей. Третье блюдо – отварная сепия, гарнированная мелко нарубленной жареной печенью. На четвертое – жаркое из газели. Пятое блюдо – отварная телячья голова. Шестое – ассорти из каплуна, откормленных голубей, кур, говяжьего языка и ветчины. Седьмое блюдо – жаркое из козлятины. Восьмое – куропатки, фазаны и другая птица, а к ним – оливки. Девятое блюдо – жареный петух в медовом соусе. Десятое блюдо – жареная свинина в соусе. 11 блюдо – жареный павлин в соусе с фисташками. 12 – сладости, сделанные из яиц, молока, сахара, шалфея. 13 – артишоки с сосновыми орешками. 14 – засахаренная айва. 15 – финики, фрукты, сладкие вина и прочий десерт. Настоящая обжираловка. Но не думайте, что в эпоху Возрождения люди так и питались. Для тогдашнего читателя эта книга выглядела как чистая фэнтези. Типа, не бывает в мире столько еды. Это просто невозможно. Но очень хочется. А прям так, чтобы всегда есть сколько хочешь, могли себе позволить только короли и очень богатые аристократы. В среднем же люди постоянно недоедали. В 1549 году Мишель вернулся в Салон. И если оттуда куда-то и уезжал, то ненадолго. А так он почти все оставшиеся годы будет обитать только там. У него появилась обширная врачебная практика. Но куда больше его захватило новое увлечение. Нострадамус начал писать книги. Я уже говорил, что это было время взрывного распространения книг. Количество грамотных быстро росло. Большинство крестьян, конечно, по-прежнему не умели читать, но уже в каждой деревне был хотя бы один грамотей, который мог пересказать книгу своим неграмотным соседям. В наше время распространение книг в Европе принято воспринимать как изгнание светом грамотности тьмы невежества. Однако на самом деле все было совсем не так. Книги создавались на продажу. А что люди раскупают лучше всего? Конечно, вовсе не научную литературу. Газет тогда не было. Первыми популярными изданиями после изобретения книгопечатания стали альманахи. Небольшие книжечки по 10-20 страниц, которые издавались раз в год. Вначале это были просто календари, в прямом смысле. Дни недели, месяцы и указания церковных праздников. Затем к ним стали добавляться всяческие сведения познавательного и нравоучительного характера, а затем астрологические прогнозы. Жанр альманаха был невероятно популярен в Европе XVI века. Они реально выполняли роль разных СМИ, но которые печатались не раз в день или неделю, а раз в год. Там было полно предсказаний самой разной тематики. Политика, война, медицина, церковная жизнь, погода. А чтобы придать своим словам авторитета, авторы часто ссылались на мудрецов древности. Астрология была на пике популярности. Книгопечатание тоже. И эти маленькие дешевые книжечки воспринимались как последнее слово науки. В XVI веке в Европе уже выходили сотни альманахов на латыни, а также английском, итальянском, немецком, испанском, французском и многих других языках. Любой читатель мог выбрать альманах, исходя из своего вкуса и образованности. Вас это удивляет? Меня нет. Этот формат пережил столетия и просуществовал до самого последнего времени. Думаю, кто-то из вас, кто постарше, наверняка помнит настенные календари, висевшие в каждом доме. И там тоже печатали гороскопы и советы по лунному календарю. А ведь сейчас сильно больше тех, кто понимает, что астрология фигня, но все равно читали, потому что интересно.
А теперь представьте, как зачитывались этими предсказаниями, когда они воспринимались как передовая наука. К слову, любое массовое увлечение тут же рождает пародию на него. То же самое касалось и астрологических альманахов. В 1533 году Франсуа Рабле, который сам интересовался астрологией, внезапно опубликовал сборник пародийных предсказаний. Весь я его пересказывать не буду, но вот цитата, которая хорошо описывает все содержание. В этом году слепцы почти не будут видеть, глухие будут плоховато слышать, немые будут не особо разговорчивыми, богачи будут чувствовать себя чуть лучше бедняков, а здоровые – лучше больных. Кажется, Рабле очень точно подметил смысл подобных сочинений. Но, опять же, не стоит делать вывод, что он был гениальным скептиком и рационалистом, опередившим свое время. Про это я уже говорил. Так вот, такие книги были очень прибыльным бизнесом, и Мишель Нотр-Дам решил в нем поучаствовать. Не думаю, что ради денег. С ними у доктора медицины вряд ли были проблемы. Скорее, он просто увлекся модным течением, когда чуть ли не каждый уважающий себя человек пытался предсказать будущее по звездам. И неожиданно у него стало хорошо получаться. В смысле, не предсказывать, а увлекательно писать. Нотр-Дам взял себе более солидно звучащий латинский псевдоним Нострадамус и опубликовал свой первый альманах в 1549 году. Такие брошюры он будет писать до самой смерти, все следующие 17 лет. Нострадамус создал свой особый стиль. Во-первых, предсказания были в стихах. Во-вторых, на французском языке, но с небольшими вставками из латыни. То есть его целевой аудиторией был средний образованный класс. Как правило, такой альманах составлялся весной предыдущего года. Затем надо было получить у властей разрешение и уже тогда пускать в печать. Премьера почти всех таких книг во Франции происходила в одно и то же время, на книжной ярмарке в Лионе в конце ноября. Вокруг альманахов постоянно велись жесткие споры, но это не отменяло того факта, что продавались они отлично. Но даже на этом хайповом фоне сочинения Нострадамуса стали хитом. То есть, понимаете, Нострадамус не был первым предсказателем эпохи Возрождения. Он не придумал этот жанр, но неожиданно ворвался в топы продаж. Альманахи Нострадамуса состояли из 3 частей. Первая включала в себя подробный календарь на год и данные о движении планет и светил. Вторая – пророческие катрены, где в образной форме рассказывалось об основных событиях грядущего года. В каждый свой альманах Нострадамус, начиная с 1555 года, включал 13 катренов. Первый общий, о годе вообще, и 12 о каждом месяце в отдельности. Третья, самая объемная часть альманаха представляла собой развернутые предсказания в прозе на каждый месяц и другие материалы, обращение к читателю, истолкование разных значимых по мнению автора астрологических событий и так далее. Темы предсказаний были самыми разнообразными. Войны, стихийные бедствия, церковные события, нахождение сокровищ. Нахождение сокровищ Нострадамус предсказывал вообще несколько лет подряд. На страницах альманаха читатель мог найти все, что могло бы быть ему интересным. Нострадамус высказывался по любому поводу, но при этом все его предсказания были крайне туманны и допускали множество толкований. В общем, у Нострадамуса был идеальный стиль для подобного рода сочинений. Сам ли он придумал стиль? Не знаю. От исследователя творчества Нострадамуса историка Алексея Пиндинского я слышал, что в начале своей карьеры Нострадамус принес издателю стихи, где упоминались точные имена и даты, на что получил примерно такой ответ. «Да что, спятил совсем, что ли? Нас же за такое засудят!» И после этого Нострадамус и стал писать загадками. В общем, альманахи, читающие публике, зашли просто на ура. Скорее всего, после этого Нострадамус и решил написать большую книгу пророчеств. Тут еще один важный момент, про который я буду говорить не один раз. Прижизненную славу Нострадамусу принесли вовсе не предсказания из книги пророчеств, а именно эти ежегодные альманахи, которые продавались по всей Европе и переводились на все основные языки. Они издавались фантастическими тиражами, по 40-50 тысяч. Это при том, что население Франции тогда было где-то 20 миллионов человек, грамотными из которых были только 3 миллиона. То есть Нострадамуса читали буквально все, кто мог читать. Ни у одного писателя 16 века не было таких тиражей, как у него. И это несмотря на то, что много кто еще писал такие же альманахи.
Но ни у кого не было даже половины такой известности. Популярность Нострадамуса вела к тому, что под его именем стали выпускать фальшивые альманахи, которые продолжали выходить даже спустя много лет после его смерти. Сложно выделить какую-то одну причину, почему из сотен других составителей гороскопов именно Нострадамус стал так популярен. Ну, может быть, потому что он делал предсказания обо всем. От стихийных бедствий до советов, когда сажать репу. Может быть, дело в уникальном поэтическом стиле. Другой причиной славы Нострадамуса была глобальность его предсказаний. Его можно назвать создателем жанра политического пророчества. Он делал предсказания не просто о природных событиях, но и о судьбах целых государств. Конечно, и до него астрологи предсказывали политические события, но Нострадамус превратил это в периодическую литературу. То есть, грубо говоря, его можно сравнить с любым современным политическим аналитиком, который пытается в силу своего ума понять, что нас ждет в будущем. Кто победит на выборах, когда рухнет доллар и все в таком духе. Планеты, собравшиеся в западной части неба, предвещают нам некие зловещие события, которым суждено случиться в этом месяце и следующем, столь изощренные, что у меня, держащего перо в руке, слезы наворачиваются на глаза. Это произойдет в пределах Франции от Лиона до Парижа. Кто решит, что это очень далеко, тот будет нашептывать, что это случится далеко, однако это случится ближе, чем ему хотелось бы. Кстати, расплывчатость прогнозов не только хорошо продавалась, но и была хорошей защитой от обвинений. Как я уже говорил, церковь негативно относилась к предсказаниям, а маховик религиозных противоречий раскручивался. Инквизиция была сильно возбуждена и кидалась на всех вокруг. Причем протестанты нередко относились к предсказателям еще хуже, чем католики, потому что считали, что это вообще дьявольское ремесло и никому не дано знать будущее. Поэтому Нострадамус завел привычку при каждом удобном случае поминать в своих альманахах Господа и сообщать о своей искренней вере. Почти всегда из этого получалась абсурдная каша. Вот, например. «О мой Господин, Господь Вечный, Отец, Сын и Святой Дух! В этот ночной час и в этот миг воскресенья 11 марта 1565 года, когда солнце входит в первый градус знака Овна, сложив руки, я обращаюсь к тебе с трепетной молитвой, чтобы я, следуя верной тропой истины, смог возвестить французскому народу, что звезды обещают нам в следующем году». Первые три альманаха Нострадамуса либо не сохранились вовсе, либо дошли до нас в сомнительных пересказах. Зато сохранилась другая его книга. Название там, конечно, закачаешься. Превосходная и весьма полезная книжица, необходимая всем, кто желает ознакомиться с множеством дивных рецептов, разделенная на две части. Первая рассказывает о разных способах приготовлять всевозможные румяна и ароматы для украшения и обеления лица. Вторая показывает нам способы и приемы изготовления варенья многих видов из меда, сахара и обработанного теплом вина, полностью разбитая на главы, как об этом пространно сообщается в содержании. Заново составлена магистром Мишелем де Нотр-Дамом, доктором медицины из салона де Кро, что в Провансе. Это, если что, не краткое содержание, а название. Прикиньте. Правда, когда почти все книги называются так, будто авторы хотели пересказать их целиком на обложке. Так вот, эту книгу Нострадамус опубликовал в 1553 году, то есть когда уже стал популярным предсказателем. И, как вы понимаете, была она не о событиях будущего, а о вкусной и здоровой пище. Там Нострадамус собрал плоды своих многолетних путешествий по Италии и Франции. Кулинарные и косметические книги тогда тоже были популярным жанром. И, возможно, Нострадамус решил попробовать себя и в этом формате. Получилось, кстати, успешно. Книгу переиздавали несколько раз, в том числе и на других языках. Очевидная цель ее – донести до широкой публики опыт практикующего врача. В длинном предисловии Нотр-Дам много пишет о своей биографии и рассуждает о состоянии современной медицины. Говорит, что в Италии культура косметики и ухода за телом намного выше, чем во Франции, потому что там сохранились византийские и арабские рецепты. И знаете, что самое интересное? Рецепты и советы Нострадамуса из этой книги предельно близки к реальности. Они не содержат никаких магических ужасов, свойственных подобной литературе того времени. В смысле, среди ингредиентов
нет ни сушеных змей, ни ядовитых растений, ни цветов папоротника, ни других волшебных веществ. Компоненты снадобий Нострадамуса были вполне доступны для любого читателя. Причем автор специально делал сноски, чем можно заменить дорогие ингредиенты. Да, с современной точки зрения косметические рецепты Нострадамуса вряд ли можно назвать хорошими, но на фоне большинства остальных книг рецептов они смотрелись более чем рациональными. А кулинарная часть книги – это вообще мое почтение. В смысле, рецептами оттуда с некоторыми поправками можно пользоваться хоть сейчас. Там Нострадамус говорил, как правильно готовить сидр, варенье из персиков и апельсинов и многое другое. По сути, он в популярной форме собрал все лучшие блюда итальянской кухни того времени. А еще эта книга была написана совсем в другом стиле. Во-первых, Нострадамус опубликовал ее под своим настоящим именем – Мишель Нотр-Дам. Во-вторых, никаких туманных и пафосных фраз. Здесь довольно простой и понятный язык для XVI века. Иногда даже Нотр-Дам позволяет себе шутить. Здесь нет ссылок на астрологию или мистику. Нострадамус, кажется, четко понимал, ради чего читатели покупают эту книгу, и не пытался им подсунуть что-то ненужное. В результате получилось вполне успешное произведение. Кстати, в предисловии была вот такая вот интересная фраза. В салоне, где я проживаю, я нахожусь среди скотов и варваров, смертных врагов словесности и досточтимой образованности. Из этого можно сделать вывод, что поначалу у автора плохо складывались отношения с соседями. После конфликта красноречие пострадавшего на небольшое время будет впечатление передышки. Однако освобождения великих не допустят. Враги их отпустят в должное время. Но в статусе непризнанного гения Нострадамус был недолго. Вероятно, это вообще было не в его духе – обижаться на окружающих. Во всяком случае, он никогда не ругал никого, кроме своих прямых критиков. Уже через год в салоне ученого-врача стали считать уважаемым человеком. Причем не только в качестве врача. Городские власти быстро поняли, что Нострадамус – талантливый писатель, и обращались к нему всяческий раз, когда нужно было сочинить торжественную речь в адрес какого-нибудь важного гостя из столицы или придумать надпись для памятника. В 1553 году Нострадамус принял активное участие в торжественном открытии общественного фонтана, для которого он сочинил подпись. Фонтан этот, кстати, все еще можно найти в салоне. В 1553 году у Нострадамуса родился сын Сезар. Он в будущем тоже станет уважаемым человеком Прованса и напишет первую биографию отца. Сезар был уже вторым ребенком в семье, а потом там родятся еще 4 детей. И что удивительно, все доживут до зрелого возраста. Постепенно слава Нострадамуса как предсказателя стала перевешивать его славу врача. Местные жители стали обращаться к нему не только из-за проблем со здоровьем, но и чтобы он растолковал какой-нибудь загадочный символ. В 1554 году салон был взбудоражен тревожной новостью. На свет появились сразу 2 урода – человек и животное. К таким событиям в те времена относились очень серьезно. Первым Нострадамусу показали двухголового ребенка, то есть просто у кого-то родились сиамские близнецы. Но Нострадамус вместе с другими учеными города осмотрел младенца и пришел к выводу, что это крайне дурной знак. Через 1,5 месяца к нему был доставлен двухголовый козленок. Нострадамус настолько поразился такому совпадению, что созвал целый консилиум, вплоть до губернатора Прованса. Все вместе они осмотрели уродца и согласились с оценкой Нострадамуса, что ничего хорошего от его появления ждать не стоит. Чего конкретно произойдет, было неясно, но точно что-то плохое. И еще чуть позже Нострадамус увидел метеор в небе и тут же написал об этом губернатору. Между ними завязалась оживленная дискуссия о том, как надо трактовать это знамение. Это показывает, насколько стали уважать Нострадамуса в Провансе, раз даже губернатор не просто посылал вежливые отписки, а всерьез интересовался его мнением. Нострадамус стал кем-то вроде главного эксперта по мистике. Ну и логика в этом, конечно, была железная. Он ведь врач по образованию, ученый человек. Кому же, как не ему, разбираться во всех этих знамениях и пророчествах? Кстати, а как Нострадамус придумывал свои пророчества? Первый ответ, который приходит в голову: он же астролог, что-то там якобы вычислил по звездам, вот и придумал. Но это не совсем так. Сам Нострадамус не любил называть себя астрологом и предпочитал другое слово
астрофил. Это слово фигурирует и в альманахах, и в письмах, и даже в завещании. И делал это Нострадамус не просто так. Само слово «астролог» в его времени ассоциировалось с придворным звездочетом, дешевым предсказателем из ярмарочного балагана или недобросовестным автором альманаха. Ну то есть практически синоним шарлатана. Но при этом не забывайте, что астрологию как науку ценили очень высоко. Как выйти из этого противоречия? Ну, чтобы было понятно, что ты занимаешься астрологией, но не херней какой-то, а самой настоящей, научной. Вот тут, чтобы провести границу, и понадобится новое слово. Одни стали называть себя натурфилософами, а другие – астрофилами. При этом Нострадамус, конечно же, ощущал себя наследником астрологической традиции, восходящей к древним временам. В эпоху Возрождения эту науку привязали к Библии. Якобы еще Авраам занимался астрологией. Типа, вот посмотрите, цитата же есть. «Посмотри на звезды и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». О чем тут говорится, как не об астрологии? А еще в книге «Бытия» сказано, что Господь разместил на небе светила для своих знамений людям. Вот и все. Значит, астрология – это не языческая хрень, а богоугодное дело. Методы и задачи астрологии были интернациональными. В Китае, в Индии, в арабских странах. В Европе астрологи говорили на разных языках, но их основной принцип оставался неизменным. Что вверху, то и внизу. Я имею в виду то, что за движением планет скрыты события на Земле. Ну, допустим, если мы можем установить орбиту Юпитера, значит, по этой орбите можем понять и то, как этот Юпитер повлияет на историю Земли. Надо просто найти эту связь, и астрологи реально сделали много для определения координат звезд и планет, то есть занимались примерно тем же самым, что и астрономы. Конечно же, Нострадамус владел всеми этими методами, но было бы ошибкой утверждать, что его предсказания основывались исключительно на них. Помимо астрологических вычислений, источником пророчества в его время могли быть необычные природные явления, различные виды гаданий, известные еще в античную эпоху, а также так называемое божественное вдохновение. В смысле вещи, сны и видения. То есть Нострадамус не был астрологом в чистом смысле этого слова. Он не делал предсказания только по звездам. В творчестве Нострадамуса причудливо переплелись три пророческих традиции – античная, ветхозаветная и христианская, которая процветала в Европе до эпохи Возрождения. В Древней Греции вообще история прорицания исчисляется веками, чего стоит только знаменитый Дельфийский оракул, к которому за советом ходили из всех городов, и пророчества которого тоже часто напоминали загадки в стиле Нострадамуса. Точнее, наоборот. Это Нострадамус перенял таинственный стиль античных оракулов. Эпоха Возрождения – это как раз всплеск интереса к античности. Массово печатали труды древних авторов. И наряду историками типа Тита Ливия или Вергилия публиковали и вполне себе мистические книги. Огромной популярностью пользовалась книга «Предзнаменований» Обсеквента. Нострадамус ее тоже читал и регулярно на нее ссылался. На страницах его альманахов появляются человеческие и животные уроды. Звери, ведущие себя аномально, дожди из лягушек, крови, камней или молока, прочие небесные, погодные и атмосферные феномены, светящиеся шары, свечение в небе, метеоры, кометы, падение небесного огня и даже обычный удар молнии. Все это Нострадамус взял из вот этой вот античной книги предзнаменований. Можно сказать, что сплагиатил. Но, во-первых, в его время понятие об авторском праве не существовало. Во-вторых, Нострадамус воспринимал эту книгу как научную. Следовательно, если там автор говорил, что дождь из лягушек предсказывает, например, засуху, значит, на это можно ссылаться как на научный факт. Эпоха Нострадамуса – это эпоха ожидания конца света. Недавно турки полностью захватили Византию, христианскую империю, история которой тянулась еще от Древнего Рима. Колумб открыл Америку, при этом он считал, что выполнил волю Бога, нашел землю, где перед вторым пришествием соберутся все праведники. Скорым ожиданием Армагеддона пропитаны все первобытные сочинения только-только появившихся протестантов.
Изобретение книгопечатания позволило наводнить книжный рынок огромным количеством книг. Издательство стало бизнесом, а чтобы делать деньги, надо публиковать то, что хорошо продается. Ну а ужасы о конце света уже тогда пользовались популярностью. Забавно, что эту массовую славу на грани с истерией пытался запретить Святой Престол. Типа, ну вы чё, какой конец света и антихрист? Вы с ума сошли? 16 век на дворе, и вообще, дату второго пришествия нельзя вычислить по звездам. Но христианские наставления помогали мало. Ощущение, что мир находится на волоске от гибели, вызвало рождение еще одного типа астрологии, которая считала, что по звездам можно выяснить судьбу не только отдельного человека, но и отдельной страны. В смысле, что можно составить гороскоп для Франции, например. Астрологи предпринимали попытки установить, под какой конфигурацией планет может родиться антихрист, что ожидает Европу, удастся ли объединить силы, чтобы нанести решительный удар исламу и отвоевать Константинополь. Короче, я чувствую, что уже много сказал про положение астрологии во времена Нострадамуса. Но, к сожалению, без этого нельзя. Потому что это реально сложная тема, от которой нельзя просто отмахнуться и сказать, что это фигня, и не о чем тут разговаривать. То есть, конечно, фигня. Астрология не работает. Но этот подход нам ничем не поможет, если мы пытаемся изучить астрологию как социальный феномен. Поэтому давайте еще немного про предсказания и церковь. Как я уже сказал, Рим пытался бороться с предсказаниями конца света, но в то же время церковь не отрицала саму возможность сделать пророчество. Правда, только под воздействием Божественного Духа. Пророк должен был доказать, что он вдохновляем именно Богом, а не кем-либо еще. Почему это важно? Ну потому что по доктрине католической церкви дьявол не может знать будущее, он может только случайно угадывать, а вот Бог видит время в едином потоке, все настоящее, будущее и прошлое. В церковной литературе описывалось много историй про лжепророков, которые под влиянием сатаны изрекали пророчества, которые, разумеется, не сбывались. Очень, надо сказать, удобный способ отделить настоящих пророков от фантазеров. Сбылось? Молодец. Не сбылось? Добро пожаловать на костер. Ровно поэтому Нострадамус хоть и считал себя пророком, но всеми силами пытался сделать так, чтобы его пророком не называли. Потому что это значило опять привлекать к себе пристальное внимание инквизиции. Так что в предисловиях к альманахам Нострадамус постоянно подчеркивает, что не считает себя пророком. Но почему я так уверенно говорю, что на самом деле он все-таки считал себя пророком? А потому что в тех же текстах он рассказывает, как пророчество приходит к нему во время божественного озарения. Но, если что, план работал. Нам неизвестно ни одной претензии церкви к Нострадамусу по поводу его пророчеств. И это при том, что она запрещала много других пророческих книг, если считала, что их авторы используют астрологию в политических целях. Типа, они порочат честное имя астрологии. Ну а потом наступил 1555 год, когда Нострадамус сделал себе имя великого пророка и вошел в историю, потому что опубликовал свою знаменитую книгу «Пророчество магистра Мишеля Нострадамуса» и получил приглашение в Париж, во дворец короля. Но тут тоже все не так просто. Давайте сначала о книге. Это было собрание пророчеств, записанных в стихотворной форме. Первое издание содержало предисловие, посвященное сыну Нострадамуса. Сочинение содержало 353 пророческих четверостишья, объединенных в главу «Центурий» по 100 катренов. Четвертая центурия была неполной и включала в себя лишь 53 катрена. Почему? Потому что 353 – магическое число. 353 дня – это обычный еврейский год. 353 года – большой цикл каждой из 7 известных в то время планет. Теорию этих циклов Нострадамус активно использовал в написании своих пророчеств. Позднее он несколько раз переиздавал свою книгу, каждый раз дополняя число пророчеств. Второе издание содержало 286 новых четверостиший. Тираж обоих изданий точно неизвестен, но примерно определяется в 2-3 тысячи копий, что на самом деле не так много, даже по меркам 16 века. Из первого издания до нас дошли всего 2 экземпляра, из второго – 3. Предполагается, что в годы жизни Нострадамуса вышло не менее 3 переизданий книги пророчеств. В последнем добавилось много предсказаний в прозе, которые подавались как личное обращение Нострадамуса к королю Франции.
Стихотворный размер пророчеств называется пентаметр. Его Нострадамус тоже взял у античных авторов. Получилось круто. В смысле, писать на французском языке древнеримским поэтическим размером. Смотрелось свежо и оригинально. Как я уже говорил, по этой книге Нострадамус в наше время в основном и известен. Современникам она тоже вполне зашла. Это видно и по количеству переизданий. Но если бы Нострадамус написал только ее, то мог и не прославиться. В смысле, книга действительно нормально покупали, но не больше, чем другие такие же сочинения. Ее успех не шел ни в какое сравнение с гигантскими тиражами альманахов. В общем, о книге мы еще поговорим. А пока вернемся к жизни Нострадамуса, где случилось знаменательное событие. Предсказателя пригласили к королевскому двору. Биографы предсказателя долгое время были единодушны. Король Генрих II и его жена Екатерина Медичи так впечатлились книгой пророчеств, что немедленно пригласили автора в Париж. Эта точка зрения впервые появилась в книге Сезара Нострадамуса, который написал первую биографию своего отца. Вот цитата. В конечном счете эти пророчества стали столь известными, хотя и были написаны темными стихами, потому что подобные вещи нельзя осквернять простонародным языком, что молва о нем разошлась повсюду, а его имя повторялось всеми с таким великим восхищением, что и писать неудобно. Скажу лишь, что королева отправила письмо с курьером, где требовала немедленно направить к ней этого человека, которого хочет видеть король. Но во время описываемых событий Сезар был еще младенцем. С одной стороны, его рассказ кажется правдоподобным. Но ни один современник не упоминает о мгновенном успехе пророчеств в 1555 году. А ведь этот успех должен быть достаточным, чтобы королева пригласила Нострадамуса в Париж всего через несколько недель после выхода книги. В общем, маловероятно, что эта книга тогда могла вызвать столь сильный интерес королевской семьи к ее автору. Но Нострадамуса реально пригласили во дворец. Но почему? Ответ на это можно найти в письме одного из критиков Нострадамуса. Ты говоришь, что не осмеливаешься писать, что случится в этом году. Зачем ты прибегнул к таким хитростям? Явно для того, чтобы тебя пригласили ко двору, поскольку в предсказании за июль месяц того же года ты пишешь: королю следует остерегаться человека или группы людей, преследующих такие цели, что я не осмеливаюсь изложить на письме то, что показывают звезды в согласии с оккультной философией. Ты, конечно же, хотел, чтобы король пожелал узнать правду. То есть, что сделал Нострадамус? Чуть не прямым текстом в своем альманахе предсказал покушение на короля, но не раскрыл подробностей. Сказал только, что может рассказать об этом только лично. Это был очень умный ход. Король просто не мог не заинтересоваться таким предсказанием и послал за пророком. Что из этого следует? А то, что книга пророчеств, которую сейчас не знает только самый ленивый мистик, во времена самого Нострадамуса в целом была мало кому интересна, и уж тем более королям. А причиной популярности Нострадамуса были ежегодные короткие альманахи. Самым знаменитым стал альманах 1555 года, благодаря которому он и попал в Париж. Об огромной известности Нострадамуса говорит запись в мемуарах священника Прованса. В это время обрел большую славу астролог и математик из салона Декро в Провансе по имени магистр Мишель Нострадамус, доктор медицины, автор пророчеств и альманахов. Можно было сказать, что в этом и был план Нострадамуса. Но когда он получил приглашение, то долго раздумывал, ехать ли ему в Париж. В конце концов решился и собрался в дорогу. Его путь пролегал через Лион. Местный торговец Жан Геро оставил воспоминания об этом событии. В это время через наш город проезжал астролог по имени Мишель де Нотр-Дам из салона Декро в Провансе. Он был очень сведущ в хиромантии, математике и астрологии. Говорил, что он угадывал мысли и знал великие вещи о прошлом и будущем. Он направлялся ко двору короля, куда был вызван, и сильно боялся плохого приема. Сам он говорил, что ему до 25 августа угрожает большая опасность быть обезглавленным. То есть Нострадамус не знал, что его ждет – награда или казнь. Через 6 лет в письме к другу он сам рассказал о том визите. По пути он заболел и сильно потратился, так что в Париже даже пришлось занимать деньги. Нострадамус за деньги обещал рекомендовать дворянина Жана Мореля королеве. Однако Морель остался недоволен. Деньги назад он не попросил,
но стал распускать о Нострадамусе слухи, что он обманщик. Прием во дворце тоже не стал прям большим событием. Его Величество король заплатил мне 100 икю, королева 30. Это неплохая сумма для того, кто прошел 200 лье и потратил 100 икю, заработав таким образом 30. По сути, Нострадамус жаловался, что зря потратил время. Хотя вообще-то визит к королю сильно повысил статус Нострадамуса и его репутацию в глазах современников. Подробности предсказания о покушении на короля он не приводит. Но по дальнейшим событиям видно, что он нашел нужные слова и рассказал королевской чете что-то такое, что их удовлетворило. Денег они ему, может, и не дали, но их мнение о пророке явно повысилось. Особенно у королевы Екатерины Медичи. Гораздо интереснее то, как встретило Нострадамуса высшее парижское общество. Ведь пока он сидел у себя в салоне и продавал книжечки, то в целом особо и не знал, что о нем думают люди в других городах. Ну а чё, дома тебя все уважают, альманахи хорошо продаются, все круто. Но в Париже он неожиданно для себя выяснил, что у него хватает недоброжелателей. Одни обвиняли его в мошенничестве, другие считали, что предсказания у него хоть и правдивы, но делать их помогает дьявол. На Нострадамуса сочиняли обидные пародии, ругали и высмеивали, называли его Монстрадамусом. Короче, интеллектуальный мир Парижа не принял этого провинциала, которому просто повезло прославиться. На самом деле их можно понять. Нострадамус был чрезвычайно успешным автором. Он ежегодно издавался, его хорошо покупали. Да еще и вот король пригласил. Конечно, многие ему завидовали и ненавидели. Обидные статьи про него теперь будут писать до самой смерти. Но сама реакция коллег по литературному делу была знаком его большого успеха. Но Нотр-Дам этого не понимал и сильно расстраивался. В следующие годы на каждый изданный Нострадамусом альманах выходило 3-4 памфлета, где его высмеивали и разоблачали. Это даже не было критикой, это была попытка уничтожить успешного конкурента. Анонимный поэт возмущается тем фактом, что Нострадамус удачно предсказывал только губительные для Франции события, в то время как успехи французского оружия его не интересовали. То есть, по сути, обвинял Нострадамуса в отсутствии патриотизма. Мишель каждое такое сочинение принимал близко к сердцу. Вскоре он начал в сочинениях отвечать своим критикам, обзывая их скотами и неучами. Кстати, вас, возможно, удивит, что интеллектуалы Возрождения ругаются, как портовые грузчики. Но это было в норме вещей. Из-за прекрасных произведений той эпохи у нас складывается впечатление об их творцах, как о людях, очень утонченных и возвышенных. Однако это впечатление ошибочно. Если перечитать, что эти гении писали друг другу, то там через слово будет тупицы, негодяи, уроды. Так что Нострадамус и его недоброжелатели разговаривали на нормальном для того времени языке. Несмотря на резкую критику, популярность Нострадамуса как взлетела, так и не опускалась до конца его жизни. Его альманахи читали во всех слоях общества, что было просто немыслимо для того времени. До этого у дворян и крестьян могла быть разве что одна общая книга – Библия. И вот появилась вторая. Простые люди покупали альманахи ради рекомендаций по сельскому хозяйству. Вот, например, мелкий помещик, который занимался исключительно выращиванием яблок, баранов и лошадей. А вот запись из его дневника. 29 ноября 1558 года. Нострадамус говорит в своем альманахе, что в этот день надо прилежно работать. А вообще в его записях имя Нострадамуса встречается 4 раза. Что касается высокопоставленных читателей, они были больше всего заинтересованы в предсказаниях глобальных событий. А Нострадамус их предсказывал много. 21 июня 1558 года герцог де Гиз, который руководил осадой города, отправил курьера с сообщением о скорой победе королю Генриху II. Курьер прибыл к королю в тот же день. Но оказывается, король уже был в курсе. Почему? А потому что накануне прочитал предсказание Нострадамуса, что его завтра ожидают добрые вести. Эта история показывает, насколько высоко ценили предсказания Нострадамуса такие важные фигуры. Король, оказывается, каждый день читал альманахи Нострадамуса. Казалось бы, можно кайфовать и наслаждаться популярностью. Но вскоре все снова пошло коту под хвост. Францию ждали глобальные изменения. Окончание многолетних итальянских войн. Одновременно начало смуты во Франции. Люди жили все хуже, а королевский двор тратил на себя все больше. Это привело к подъему движения гугенотов.
Так называли французских протестантов. На юге страны дворяне-кальвинисты начали захватывать церковные владения. Ответом на это стали погромы протестантов в Париже. 2 июня 1555 года. Король подписал закон, который фактически сделал протестантов преступниками просто по факту своего существования. Но закон внезапно натолкнулся на сопротивление в парижском парламенте. Особенно против такой дискриминации выступал советник Ан Дюбюр. Генрих настолько пришел в ярость, что приказал бросить его в тюрьму. А сам закатил огромный праздник по случаю заключения мира и свадьбы. 1 июля должен был состояться грандиозный рыцарский турнир. Звучит вроде логично. 16 век, рыцарский турнир. Вот только это выглядело так, как если бы сегодня решили устроить соревнования по стрельбе из мушкетов. В смысле, уже тогда рыцарский турнир считался чем-то сильно устаревшим. Но королю, видимо, захотелось поностальгировать по старым добрым временам. Даже больше. Он сам решил поучаствовать в турнире. В одном из поединков он сошелся с капитаном шотландской гвардии. И очень зря. По трагичной случайности обломок копья капитана попал Генриху в забрало, выбил глаз и вошел в мозг. Молодой лев победит старого на ратном поле в одиночном поединке. В золотой клетке выколет ему глаза. Из 2 флотов один, затем умрет жестокой смертью. Итак, король умер. Он завещал своему преемнику, юному и болезненному Франциску II, защищать католическую веру. Что в это время делал Нострадамус? Совершил небольшое путешествие. Например, посетил епископа города Безье по его просьбе. Епископ страдал от приступов головной боли. Также у него болели плечи, ноги и желудок, и он захотел получить помощь известного врача. Да, если что, епископ послал за Нострадамусом не как за астрологом и магом, а просто как за уважаемым врачом. И Нострадамус поехал. Его не остановила даже чума, которая буквально за несколько месяцев до этого убила там 7000 человек. Он посетил больного, осмотрел и назначил лечение. Разумеется, со ссылками на лечебную астрологию. Предписание сводилось к прижиганию ног, чтобы, так сказать, вызвать истечение из них жидкости, а вместе с нею недуга. Уж не знаю, что это значит, но лечение не помогло. Епископ до конца жизни страдал от болезни. Впрочем, у Нострадамуса тут есть оправдание. Такой метод лечения придумал не он. Прижигание ввел еще Гален в Римской империи, и они широко применялись вплоть до 18 века. Осенью 1559 года Ан де Бур, советник парижского парламента, которого арестовали по приказу короля из-за симпатии к протестантам, не раз просил отпустить его, но никто не ответил на его просьбы. Более того, в сентябре кардинал Парижа распорядился усилить охрану де Бура, так как считал, что готовится заговор для его освобождения. С чего он это взял? А прочитал альманах Нострадамус. Там есть вот такая вот строчка: «Добрый Бур будет далеко». А в 1560 году началась гражданская война. Сколько лет будет продолжаться война в Галлии? Все дальше окончание пути монарха. 3 великих отпразднуют неопределенную победу. Орел, петух, луна, лев. Солнце замечено. Протестантизм к тому времени уже успел распространиться по Франции. Новые религиозные идеи обычно привлекали богатых и образованных людей, а простолюдины оставались верными старой католической вере. После нелепой гибели короля центральная власть ослабла, и ситуация в стране накалилась. Протестанты попытались захватить власть в провинциях. В ответ простолюдины вооружались копьями и вилами и бросились защищать католичество. Все, кто выделялся, занимался сомнительными науками, сразу вызывал подозрения. А не еретик ли ты часом? Нострадамуса с самого начала конфликта многие считали заблудшей овцой, то ли тайным иудеем, то ли протестантом, то ли чернокнижником. Обстановка, в общем, накалялась. Нострадамус не был протестантом, но не был и мракобесом. В смысле, дружил со многими протестантами и не выступал за их изгнание, или тем более убийство. В своих альманахах он постоянно подчеркивал свою верность католичеству. Но в глазах простых людей это делало его врагом сразу для обоих лагерей. А потом в Салоне случился взрыв. Началось с того, что местные протестанты ввели в обращение свои церковные песни, которые дети радостно кинулись исполнять на улицах. Для католиков это оказалось достаточно. В смысле, посмотрите на этих нехристей, уже и детей заставляют петь бесовскую музыку, это она звучит в аду. Короче,
Католические фанатики устроили погром. Единственное, что с этим смогли сделать власти, это спрятать видных протестантов в тюрьму, потому что там реально было безопаснее. 1 мая 1560 года в деревнях начались беспорядки. Большинство крестьян вооружились большими палками с крестами из белой бумаги на концах. В волосы или головные уборы они втыкали петушиные перья, чтобы выделяться на фоне остальных, и толпой двинулись к домам тех, кого подозревали в ереси. Они выволокли их жителей на улицу и, подгоняя палками, потащили в тюрьму. На самом деле дело было не только в религии, но и в политике. Католики Салона пытались захватить власть в городе, используя крестьян-католиков как средство давления. В то время протестанты из числа дворян и буржуазии оказались не готовы к такой борьбе. Беспорядки длились около 5 дней. Окна домов горели по ночам ярким светом, чтобы освещать путь толпе, которая ходила по улицам с барабанами и палками и кричала угрозы в адрес протестантов. Дом Нострадамуса тоже разгромили и разграбили. В следующем году беспорядки повторились. После церковной службы толпа из 500 крестьян-католиков снова ворвалась на улицы Салон. Ее возглавлял фанатично настроенный проповедник, который к тому же знал Нострадамуса и считал его главным еретиком в городе. Толпа была явно настроена окончательно решить религиозный вопрос в отдельно взятом городе, и Нострадамус счел за благо бежать в Авиньон, как и много других, кого тоже заподозрили в симпатиях к протестантам. В этом городе он провел 2 с лишним месяца, пока губернатор Прованса не восстановил порядок в Салоне. Нострадамус даже арендовал на год дом в Авиньоне за довольно большую сумму. Очевидно, он планировал переселиться в этот город, но передумал. Но даже когда волнения были подавлены и Нострадамус вернулся в Салон, его жизни там угрожала постоянная опасность, потому что он не разорвал связи с друзьями-протестантами и продолжал их поддерживать. Я имею в виду, что поддерживать их право на существование. Да и вообще это было еще только самое начало религиозных войн во Франции. Дальше будет хуже. Простые беспорядки с драками и погромами переросли в крупные сражения с осадами городов и массовыми убийствами. Я же говорил, что итальянские войны недавно закончились, а после них домой вернулись десятки тысяч солдат и офицеров, которые так оказались никому не нужны. Ну то есть нужны, но не в мирном смысле. Их на свою сторону начали активно переманивать что католики, что протестанты. Ну и получите, как итог, войнушку, которая разорила половину страны. Об этом периоде религиозных войн сохранился еще один анекдот про Нострадамуса. Проезжая через Салон, протестантский военачальник, направляющийся на католиков, якобы спросил пророка о шансах на успех. Нострадамус оказался в трудном положении, так как любой прогноз мог обернуться против него. В итоге он сказал, что тот оставит деревья с новыми плодами. Протестанты победили и развесили пленных по деревьям. Эти новые плоды и имел в виду Нострадамус, согласно легенде. Однако эта история впервые была опубликована только в 1712 году, то есть, вероятно, является поздней выдумкой. А вот реальный случай. Последний день октября 1560 года английский посол сэр пишет из Парижа своему начальнику, что французские войска собираются в Нанте и Орлеане, а в качестве пруфа прикладывает к письму копию приказа о сборе войск и альманах Нострадамуса. Потом посол Флоренции в письме своему герцогу цитирует альманах Нострадамуса на следующий год. Состояние здоровья короля все еще неопределенное. Вот что говорят люди, в частности Нострадамус, который в своем предсказании на этот месяц говорит, что юнец потеряет царство из-за внезапной болезни. И действительно, Франциск умер 5 декабря. То есть даже официальные лица часто относились к прогнозам Нострадамуса очень серьезно. Новым королем стал второй сын Генриха, 10-летний Карл IX. По этому поводу можно найти запись в отчете венецианского посла. Ныне этот государь рискует, как говорят, потерять глаз, что напоминает мне очень популярное во Франции пророчество знаменитого астролога по имени Нострадамус, которое угрожает всем принцам и утверждает, что королева успеет увидеть на троне всех своих сыновей.
И это уже не поздняя байка. Думаю, это должно давать хотя бы примерное представление о популярности Нострадамуса. Раз на его пророческие стихи то и дело ссылались все, кому не лень, и реально пытались подстраивать под них свои решения. Здесь, вероятно, впервые упоминается легенда о пророчестве Нострадамуса, которое он якобы сделал при первом посещении Парижа в октябре 1555 года. В присутствии Екатерины Медичи он предсказал, что все 4 ее сыновей будут по очереди занимать французский престол. Ни один свидетель не подтверждает этот случай, и, скорее всего, предсказание было просто выдумано задним числом. Тем не менее, в него верили еще при жизни Нострадамуса, и оно даже почти сбылось. Из 4 принцев королем не стал только один, потому что умер еще раньше. Но это сложно назвать прям удивительным предсказанием. Все дети Генриха II отличались слабым здоровьем. На них закончилась история династии Валуа. Тут, конечно, можно предположить, что Нострадамус наметанным взглядом врача определил, что королевские дети не блещут здоровьем, а может быть, им двигало политическое чутье. Слишком неустойчивой была обстановка во Франции. Но, как я уже говорил, это разговоры в пользу бедных. Не нужно придумывать объяснения фейковым предсказаниям. 1561 год начался для Нострадамуса с плохой, казалось бы, новости. Во Франции подписали так называемый Орлеанский кодекс. Нас там интересует только один пункт. Поскольку те, кто предсказывает грядущее, публикуя свои альманахи и предсказания, переходят границы астрологии вопреки ясному Господнему велению, чего не должны терпеть христианские правители, мы запрещаем всем печатникам и книготорговцам под угрозой тюрьмы и произвольного штрафа печатать или пускать в продажу какие бы то ни было альманахи и предсказания. А те, кто составят или напишут такие альманахи, будут преследоваться нашими судьями в чрезвычайном порядке и подвергнутся телесному наказанию. Звучит странно, да? Будто противоречит тому, что я говорил до этого про увлечение предсказаниями всех слоев общества. Объясняется это очень просто. В том же законе была приписка, что публиковать альманахи предсказания запрещается. Без предварительного ознакомления с ними архиепископов, епископов или тех, кому доверяет издатель. То есть для Нострадамуса по сути не менялось ничего. Одним из авторов закона был министр юстиции Мишель де Лопиталь, ярый противник Нострадамуса. Вероятно, он думал, что теперь-то Нострадамус заткнется. Но исполнители на местах поняли закон по-своему. Ведь Нострадамус был далеко не единственным, кто писал астрологические альманахи. И среди читающей публики постоянно велись споры, кто из них настоящий предсказатель, а кто мошенник. Ну и вот новые правила восприняли как средство борьбы против фальшивых пророков. А Нострадамуса-то за что запрещать? Все ж знают, что его предсказания сбываются. Ну и он как бы всегда был осторожен в выборе слов, так что для него не было никакой проблемы получить разрешение на публикацию. В общем, трудно быть предсказателем во время войны. Помимо уже привычных обвинений в шарлатанстве и колдовстве, авторы памфлетов начали обвинять Нострадамуса в неправильной религиозности. Католики подозревали его в протестантизме, протестанты – в симпатиях к католичеству. Опасность грозила со всех сторон. Жизнь уже пожилого пророка стала очень беспокойной. Он то скрывался в замке губернатора, то убегал в Авиньон, то возвращался в Салон, а потом снова убегал. 16 декабря 1561 года, когда новый альманах Нострадамуса появился на книжном рынке, губернатор Прованса Клод Савойский, проезжая через Салон, взял Нострадамуса с собой и фактически держал его в своем замке в плену. Вот что он написал новому королю Франции. Что касается Нострадамуса, то я приказал его схватить и забрал с собой, запретив ему писать альманахи и предсказания, что он мне и пообещал. Соблаговолите дать мне распоряжение сделать с ним то, что вам заблагорассудится. Неизвестно, что ответил Карл IX, но судя по тому, что Нострадамус остался жив и продолжил свои публикации, ответ короля был явно не таким уж суровым. Кажется, это вообще был какой-то хитрый план, чтобы оградить астролога от религиозной смуты в его родном городе. Так что формально Нострадамус был в плену, а фактически жил в роскошном замке на всем готовом. 12 марта Нострадамус отправился домой в Салон. В архивах города нашли интересный документ, подписанный личным нотариусом Нострадамуса. Это было что-то типа завещания.
Из текста ясно, что Нострадамус собирался в опасную поездку. Он не сказал, куда едет, и не знал, вернется ли. Он написал короткую фразу на листе пергамента, разрезал его пополам и отдал одну половину нотариусу. Затем разрезал свою часть снова и разделил. Одну половину оставил брату, а другую половину своей жене. Если он не вернется, жена должна будет обратиться к его брату с просьбой взять его четверть пергамента. Потом они пойдут к нотариусу, который приложит свою половину, и так они восстановят записку. И только если все части совпадут, нотариус должен будет распечатать конверт с завещанием, в котором указано место хранения золота для жены. Короче, целый квест. 6 июня 1562 года. Во время осады католиками города Лиму молодой капитан первым ринулся на штурм и тут же получил несколько мушкетных пуль. Знакомый этого бедняги потом оставил воспоминания, где рассказывал, что капитан постоянно жаловался на слишком медленное продвижение по карьерной лестнице и решил съездить в салон, чтобы получить совет от прославленного предсказателя. Но и Нострадамус сказал ему, что того ждет великое будущее, но для этого надо проявить себя. Предсказание, прямо скажем, из серии «Одна ошибка, и ты ошибся». Но капитан понял его по-своему, и именно поэтому ломанулся в самоубийственную атаку. В мемуарах запись кончается поучительной мыслью. Типа, нельзя следовать предсказаниям астрологов и некромантов, не ведая того, что лишь одному Богу оставлено предвидение будущего. Хотя, если честно, ничего опасного Нострадамус капитану не советовал. И уж точно не рекомендовал ему лезть под пули. Был еще случай, когда из-за Нострадамуса чуть ли не пострадали люди. В начале 1563 года он послал письма нескольким своим влиятельным знакомым в Тулузе с предупреждением, что 15 февраля городу угрожает некая опасность. К авторитетному астрологу прислушались, по всему городу усилили охрану. Но когда народ увидел необычно большое количество хорошо вооруженных стражников, то решили, что это из-за протестантов, которые хотят захватить Тулузу. Фанатики-католики забили тревогу, и по всему городу начались столкновения и погромы. Опять же, Нострадамус сделал свое традиционное туманное предсказание. Какая-то опасность. Непонятно, что будет, но в итоге все это чуть не привело к массовому кровопролитию. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то можно сказать, что предсказание-то сбылось. Вообще, конечно, Нострадамуса, как любого интеллектуала эпохи Возрождения, возмущало бессмысленное насилие религиозных войн. Какое чудовищное варварство, направленное против христиан. Мы живем в мерзкие времена, и грядут еще худшие, как бы я хотел не видеть этого. Сочувствие к гонимым протестантам было для Нострадамуса проявлением истинной гуманности. Вина этих людей заключалась лишь в том, что их вера отличалась от государственной религии. Причем такая симпатия не исключала верности католицизму, особенно среди образованных гуманистов. Их лозунг звучал так: «Я христианин, и принадлежность к той или иной церкви не так важна». И Нострадамус всю жизнь оставался католиком, но при этом не считал, что протестантов надо вешать на столбах. Наконец, первый этап гражданской войны стал затихать. Между католиками и протестантами был заключен мир, и многие даже надеялись, что окончательный. Надеялись, правда, зря. Вскоре резня возобновится и будет с перерывами идти еще лет 40. Но пока все радовались. Екатерина Медичи с юным королем устроили торжественное турне по югу Франции, чтобы закрепить религиозное примирение. Заехали они, разумеется, и в Салон, где жил Нострадамус. Монархов встречали очень ярко, потому что, не каждый день в город с населением в 3000 приезжает король. Салон украсили, поставили триумфальные арки на главной улице, сняли с деревьев гниющие трупы повешенных еретиков, согнали крестьян из соседних деревень, чтобы они изображали восторженную толпу. Впрочем, большинство и сами были рады поглазеть на праздничную процессию. Интересно, что Нострадамус отказался войти в члены приветственной комиссии, куда его звали, и сказал, что будет встречать монархов в толпе горожан, как самый простой житель Салона. Но этот ход, скорее всего, был заранее согласован с королевой. Слишком уж важной фигурой был Нострадамус. Так вот, когда торжественная процессия проезжала мимо дома Нострадамуса, короли указали на стоящего рядом с ним астролога. Карл IX остановился, чтобы поприветствовать этого известного мудреца, а тот в ответ произнес ему сложную речь на латыни. Нострадамус назвал 12-летнего короля «муж, великий в войне и непревзойденный в набожности».
А потом обратился к стоящей вокруг толпе и сказал, мол, «Узрите, невежественные крестьяне хотели меня убить из-за подозрений в протестантизме, а теперь со мной здоровается сам король, защитник католической веры». Короче, отомстил салонцам за все свои переживания. На этом триумф пророка не закончился. Карл IX заверил Нострадамуса в своем особом уважении и предложил ему сопровождать кортеж до замка архиепископа на окраине города. Пророк согласился и под взглядами сотен горожан пошел рядом с лошадью короля с непокрытой головой, держа в одной руке бархатный берет, а другой опираясь на свою красивую трость. Эта прогулка, кстати, была тем еще испытанием. Нострадамус в последние годы мучился от подагры, и ходить ему было очень больно. Так Нострадамус с королем добрались до стен замка, где он достаточно долго беседовал в королевских покоях с Карлом и его матерью. И, вероятно, они остались очень довольны астрологической консультацией. Потом Екатерина Медичи писала: «Проезжая салон, повидали Нострадамуса, который обещает моему сыну-королю всяческое счастье, а также он проживет 90 лет». Ну, тут пророк, конечно, ткнул пальцем в небо, потому что молодой король умер, не дожив и до 25. Посол Испании, который сопровождал королевский двор, написал своему королю примерно следующее. «Ваше Величество, да они поехавшие, не шучу, примерно так и написал». Королева, проезжая местечко, где живет Нострадамус, призвала его и подарила ему 200 икю золота. Она приказала ему построить гороскоп для короля и для нее. Поскольку это самый лукавый человек на свете, он никогда не говорит ничего, что не понравилось бы вопрошающим. Он так обольстил этими гороскопами короля и королеву, что они велели ему следовать за двором, обращаясь с ним наилучшим образом, пока не устали от него и не оставили его в Орле. Когда я выразил надежду, что с Божьей помощью из этих встреч произойдет великое благо для христианского мира, королева спросила меня: «А известно ли вам, что Нострадамус пообещал мне, что в 1566 году на свете воцарится всеобщий мир, что французское королевство умиротворится и его положение укрепится?» Когда она это говорила, то имела такой вид, будто цитировала святого Иоанна. Но тут надо понимать, что испанец возмущался предсказанием не потому, что рациональное мышление и все дела, а потому что Бог. На следующий день король подарил салону новый герб и отправился дальше. На обратном пути они снова проезжали мимо салона, и путь им преградила река, которая вышла из берегов. Король тут же послал за Нострадамусом, чтобы тот ответил, когда река вернется в прежнее русло. Очевидно, ответ ему понравился, потому что он вручил ему гонорар в 200 ЭКЮ, а королева, мать, добавила еще 100 ЭКЮ. Сумма значительная. На эти деньги можно было снять приличный дом на несколько лет. Вдобавок, Карл IX назначил Нострадамуса королевским советником и лейб-медиком. Это высшая должность, до которой только мог дослужиться врач. По сути, по документам, он стал личным доктором короля. Правда, в случае Нострадамуса это было скорее почетное звание, потому что реально он Карла не лечил и в Париж не поехал. Он только пару месяцев попутешествовал с королевским двором по югу Франции и стал первым, кто сообщил Екатерине Медичи, что она скоро станет бабушкой. Но зато высокая должность предполагала хорошую оплату, что было весьма кстати. Нострадамус из-за возраста и болезни уже не мог работать так же много, как и раньше. В 1566 году был напечатан последний альманах Нострадамуса. Ни один экземпляр не сохранился до наших дней, но мы все равно знаем его содержание, потому что оригиналы книги существовали еще в начале 20 века, и один особо фанатичный поклонник Нострадамуса, аббат Риго, успел сделать с него копию. Последняя запись там датирована 15 июня 1566 года, когда до смерти Нострадамуса оставалось всего 17 дней, то есть работал он до самого последнего момента, несмотря на тяжелую болезнь. Уже несколько лет Нострадамус страдал подагрой. Не хочу углубляться в подробности, но это что-то типа жесткого артрита. Человеку больно ходить и вообще в целом двигаться. Пророк умер в возрасте 63 лет. На 3-й месяц встанет солнце. Вепрь и леопард на Марсовом поле встретятся для битвы. Усталый леопард направляет в небо свой взор, видит, что вокруг солнца кружит орел.
И теперь, когда жизнь Нострадамуса подошла к концу, давайте разбираться с его наследием. Перед тем, как приступить к разбору, собственно, пророчеств, следует сказать, что Мишель Нострадамус определенно был образованным и очень одаренным человеком. Ему удалось без какой-либо существенной сторонней поддержки своим собственным трудом и талантом добиться общеевропейской славы и заставить говорить о себе в самых разных концах Европы. Купить его альманах мог позволить себе кто угодно. Одна книжица стоила дешевле десятка яиц. Чтобы лучше разобраться, о чем там на самом деле говорил Нострадамус, я буду использовать книгу кандидата исторических наук Алексея Пензенского, который как раз специализируется на Франции XVI века. Как я уже говорил, источники прижизненной и посмертной славы Нострадамуса различаются. При жизни он был суперпопулярным писателем с тиражами по 40-50 тысяч экземпляров, а после смерти стал известен благодаря книге пророчеств, которая в момент создания была мало кому нужна. Но еще постарались и первые биографы Нострадамуса, его сын и человек, выдававший себя за его секретаря. Они превратили Нострадамуса в загадочного мудреца, который умел читать будущее как открытую книгу и сыпал афоризмами направо и налево. Контент, как говорится, зашел. И вот пророчество магистра Мишеля Нострадамуса изучают уже 500 лет. Даже те, кто никогда не открывал этой книги, все равно где-то слышали, что этот чел предсказал все, от Гитлера до Хиросимы. Так что же в этой книге такого привлекательного? Неужели она и впрямь предсказывает будущее? Давайте разбираться. Ну, в каком-то смысле действительно предсказывает. Нострадамус был, как сейчас принято говорить, хорошим психологом. Судя по донесениям послов и реальным фактам его биографии, он очень тонко чувствовал настроение других людей и при этом умудрялся не опускаться до лицемерия. Вероятно, это свойство характера объясняет то, что его много лет поддерживала Екатерина Медичи. А еще, несомненно, что Нострадамус обладал даром предвидения. Но не в мистическом смысле, конечно. Он просто читал книги и смотрел на мир вокруг себя, видел там определенные закономерности и делал выводы. Далеко не всегда верные, но с общими трендами он не ошибался. Нострадамус явно предвидел разрушительные гражданские войны во Франции за несколько лет до их начала и верно указал на несколько серьезных перемен в Европе. Но не потому, что на него снисходило божественное озарение, или он видел эти перемены в перемещении звезд по небу. Вероятно, он сначала делал какой-то вывод, а уже постфактум находил под него нужные знамения. Книга пророчеств написана на сложном старофранцузском языке. Даже не каждый француз сейчас может без перевода понять, что там, написано. За 500 лет многие слова поменяли значение, так что дословный перевод может только запутать. А еще нужно помнить, что Нострадамус очень осторожный автор. Он постоянно использовал символы и отсылки, которые даже в его время было понять непросто. К тому же одни и те же слова у него часто символизировали разное, в зависимости от контекста. Например, красными Нострадамус называл либо кардиналов по цвету их одежды, либо испанских солдат, ну или солдат Германской империи. А белыми у него могли быть французы по цвету королевского флага. В Катренах иногда появляется персонаж по прозвищу Полумесяц. Но это не Турция, как могло бы показаться. В то время в Европе мало кто знал, что месяц – это символ Османской империи. Поэтому полумесяцем у Нострадамуса был внезапно французский король Генрих II. Потому что сделал этот символ своей личной эмблемой в честь любовницы, которую звали Диана. А Диана – это богиня Луны. Поэтому, когда вы увидите в интернете очередного мудреца, который находит у Нострадамуса предсказания о взрывах башен-близнецов или правлении Сталина, можете сразу слать его в известном направлении. Человек явно просто не понимает, что говорит. Ошибка буквально всех мистических толкователей пророчеств Нострадамуса в том, что они в его Катренах видят описание современных им событий, а не событий 16 века. Хотя объяснить эти пророчества вне контекста исторического фона попросту невозможно. Итак, начнем с одного из самых известных предсказаний Нострадамуса о гибели Генриха II на рыцарском турнире. Я его хочу специально взять, потому что благодаря этому пророчеству Нострадамус был известен не только сейчас, но еще и при жизни. Молодой лев победит старого на ратном поле в одиночном поединке.
В золотой клетке выколет ему глаза. Из 2 флотов 1 затем умрет жестокой смертью. Я этот стих сегодня уже приводил. Так вот, у нас нет никаких свидетельств, что этот Катрен связывали со смертью короля при жизни Нострадамуса. Это начали делать только спустя лет 100. Но раз уж сегодня его многие фанаты пророка приводят как стопроцентное свидетельство пророческого дара Нострадамуса, то давайте его разберем. С одной стороны, кажется, что все логично. Молодой лев, капитан гвардии, в одиночном поединке на турнире проткнул королю глаз. Отчего тот умер. Звучит круто. Но, во-первых, нет никакого нормального объяснения золотой клетки. Многие считают, что имеется в виду парадный золоченный шлем короля. Но ни в одном документе не говорится, что у короля был такой шлем на турнире. Во-вторых, в Катрене явно идет речь о выкалывании обоих глаз. Но королю проткнули только один. В-третьих, слово «флоты» в последней строке совершенно не увязывается с историей смерти Генриха, даже метафорически. Ну и, наконец, можно ли считать Генриха старым львом, когда ему было только 40 лет? Короче, не предсказание, а фигня. Но любопытно другое, ведь Нострадамуса действительно считали тем, кто предсказывал смерть короля. Но как, если мы только что разобрали, что это популярное четверостишье не имеет никакого отношения к тем событиям? Но прикол в том, что современники Нострадамуса и он сам считали предсказанием трагедии другой Катрен. В году, когда во Франции будет править одно око, двор будет ввергнут в весьма тягостное смятение. Великий из Блуа убьет своего друга. Царство ввергнуто во зло, и страх удваивается. Указание на это есть в письме, которое Нострадамус отправил своему поклоннику. Там вообще была забавная переписка. Один чувак решил, что он расшифровал несколько пророчеств и отправил Нострадамусу письмо, мол, уважаемый месье, посмотрите, правильно ли я вас понял? И Нострадамус, разумеется, ответил, что ну да, правильно. Здесь, кстати, прикол. Нострадамус задним числом изменил одно слово, чтобы оно лучше соответствовало событию. Великий из Блуа у него превратилось в семя из Блуа. А почему? А потому что тот самый капитан, который случайно убил короля, до этого получил от него в награду земли на территории Блуа. Но все равно получилась так себе точность. Хотя бы потому, что шотландского капитана вряд ли можно было назвать другом короля. Просто еще один солдат, каких при дворе было сотни. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Самому Нострадамусу пришлось переиначивать собственный текст, чтобы связать его со знаменитым несчастным случаем. А то четверостишье, которое считают предсказанием этой трагедии в наши дни, для пророка и его современников явно не имело к ней никакого отношения. А что насчет Гитлера? Ведь всем известно, что Нострадамус предсказал приход Гитлера к власти и Вторую мировую войну. Дикие звери, движимые голодом, переплывут реки. Большая часть лагеря станет на Истре. В железной клетке потащат Великого, когда Рейн обратит внимание на дитя Германии. Правда, современные переводчики, чтобы подтянуть это четверостишье к событиям 20 века, делают то же самое, что и сам Нострадамус в предсказании гибели Генриха. То есть искажают текст задним числом. Типа, ну посмотрите, Гистер — это же буквально Гитлер, разве нет? И он точно дитя Германии. А третья строка про железную клетку связывается с легендой, будто бы то ли Черчилль, то ли Сталин после победы собирались провести фюрера по Европе в такой вот клетке. Правда, первая и последняя строчка при этом остаются совершенно загадочными. Их, как ни старайся, к истории Второй мировой не привяжешь. Вот при чем тут дикие звери? Куда там должен Рейн обратить внимание? Но можем ли мы на самом деле понять, что тут имел в виду Нострадамус? Оказывается, в целом да. Хистер – это древнее греческое название реки Дунай. Голодные звери действительно массово мигрируют в поисках пищи. Железная клетка для преступников – вполне реальное изобретение средних веков, популярное и во времена Нострадамуса. Правда, вторая половина Катрена совершенно непонятна. Один французский исследователь предположил, что тут речь идет о борьбе внутри Германской империи между императором и местными князьями. Как бы там ни было, Гитлер тут совершенно ни при чем. А вот еще один Катрен, якобы про Вторую мировую. В будущем году, недалеко от Венеры, двое самых великих Азии и Африки, с Рейна и Истра, как скажут, придут. Крики, плач на Мальте и Лигурийском берегу.
Здесь толкователи забивают на то, что в предыдущем Катрене называли Гитлера Гистером и трактуют это название правильно, то есть как реку Дунай. Но при этом считают, что под словами Великой Азии и Африки имеется в виду ось Берлин-Рим-Токио. Ну, Азия ладно, но почему у них Италия вдруг стала Африкой? А плач на Лигурийском берегу – это якобы бомбардировка Генуи. Так это что, правда? Увы, но нет. Здесь Нострадамус тоже пишет о злободневных для него, а не для нас событиях. На самом деле Венера здесь это Венеция, а двое самых великих Азии и Африки – это султан Сулейман Великолепный и его вассал, вождь алжирских пиратов. Мальта и итальянское побережье подвергались регулярным атакам флота мусульман на Средиземном море. Сам же Катрен повествует о будущих военных успехах мусульман в Европе. Нострадамус предсказывал, что они дойдут от Дуная до Рейна. Ну окей, может Гитлер это слишком далеко, и Нострадамус так не заглядывал. Может тогда ему удалось предсказать что-то из более ранних событий, например, Наполеона. Близ Италии появится император, который очень дорого обойдется империи. Скажут, к каким людям он примыкает? Он, которого будут считать менее принцем, нежели палачом. Корсика – это родина Наполеона. Это остров рядом с Италией. Но это все, что отсюда можно притянуть к императору французов. А если посмотреть в 16 век, то объяснение можно найти намного проще. Близ Италии лежат ведь и германские земли. Скорее всего, Нострадамус имел в виду императора Священной Римской империи, просто потому что других императоров в его время не было. Речь тут идет о Карле V, который действительно дорого обошелся империей. Он потратил колоссальные суммы на подкуп немецких князей, чтобы его избрали императором, разумеется. И это даже не было предсказанием в полной мере. Карл V жил одновременно с Нострадамусом. По сути, наш пророк ничего не предсказал, а просто в завуалированной форме написал то, что и так знал. Впрочем, толкователи Нострадамуса тут могут привести в пример другой стих. Носящий имя, которого никогда не было у гальского короля, никогда не было столь боящегося молнии. Трепещут Италия, Испания и англичане. В высшей степени внимателен к иностранке. Наполеон – первый император с таким именем. Ходил в походы в Италию, Испанию вообще захватил. С англичанами тоже воевал. Что касается иностранок, то вторая жена Наполеона, Мария Луиза, была из Австрии. Но вообще-то Нострадамус тут снова, так сказать, предсказал известное ему прошлое. Под этот Катрен больше всего подходит король Франциск I. Тоже до этого не было королей с таким именем. Тоже воевал в Италии, враждовал с Англией и Испанией. А иностранных принцесс обожал настолько, что это вошло в поговорку. Что касается молний, то неизвестно, боялся ли их Франциск. Но это вполне могла быть благородная ассоциация на античность. Древнеримский историк Светоний писал, что римский император Октавиан Август боялся грозы. Так что приписать Франциску такую же фобию – это как приравнять его к великому правителю прошлого. Во время большого спора придет смерч. Тот, кто нарушил соглашение, поднимет голову к небу и с окровавленным ртом будет плавать в крови, на земле ему умастят лицо молоком и медом. Чуть позже я разберу еще несколько таких вот предсказаний. Но пока хочу поговорить о том, как Нострадамус их делал. Легко сказать, что просто придумывал, но нет. Для Нострадамуса предсказания были не просто легким заработком денег, а серьезной, почти научной работой. Он реально верил, что будущее можно узнать. И что именно он знает, как это делать. Так каким же методом он пользовался? Вот интересный отрывок. Я рассчитал почти столько же событий грядущего времени, сколько и событий прошедших лет, включая и настоящее. Звучит, может, непонятно на первый взгляд, но на самом деле тут все просто. Нострадамус предсказывал будущее по прошлому. В 16 веке никто понятия не имел об исторической эволюции. Мир казался, плюс-минус неизменным, в котором история ходит по кругу, словно времена года. А значит, то, что было когда-то раньше, обязательно повторится. История служила и источником живого знания, поэтому Нострадамус и пересказывал события прошлого так, будто они случатся в будущем. Это было тогда общепринятое понимание. Картина событий, разворачивающаяся в историческом времени, казалась лишь
повторением одних и тех же ситуаций, где проявляются одни и те же человеческие свойства. В прошлом видели почти что современную себе жизнь, только с другими персонажами. Неудивительно, что считалось, будто знание истории наделяет предвидением будущего и дает ключ к любой жизненной ситуации и разрешению любой проблемы. Вот вам даже хороший пример. Когда на французском троне утверждали Карла VIII, то среди аргументов его сторонников был такой: он хорошо может предвидеть события, так как хорошо знает прошлое. Ну то есть, вы поняли, рецепт Нострадамуса простой. Берем астрологию, учебник истории и чуть-чуть веры в собственный дар. И на выходе получаем пророчество для будущего. Могу бесконечно это повторять, но астрология 16 века сильно отличалась от современной. Вот если мы знаем какое-то важное событие в прошлом, то нужно его сопоставить с каким-то небесным явлением. Например, парадом планет. А потом рассчитать, когда снова будет парад планет, и сказать, что и событие на Земле тоже произойдет примерно так же. Типа, когда Марс был в Тельце 100 лет назад, случилась грандиозная война. Значит, когда еще через 100 лет Марс снова будет в Тельце, то и война повторится. И у Нострадамуса был даже подробный справочник по сопоставлению звезд и исторических событий. Книга состояния и смены времен года. В основе этой истории были странные принципы смешения христианства и язычества. Типа 7 планет — это 7 архангелов. Они также управляют 7 периодами времени по 354 года. А вот попробуйте угадать, какое событие видят любители Нострадамуса в этом стихе. Марс в Близнецах испытает, внеся смертельный раскол братьев, заставляя их сверкать сталью. Ну как? Думаю, многих сразу триггернуло слово «близнецы», и на ум пришло 11 сентября с башнями-близнецами. Но все куда проще и банальнее. Марс в Близнецах — это элементарная астрологическая чепуха в духе Меркурий в Тельце, Луна в 7-м доме, а братья, сверкающие сталью, — это дуэль. Да, самая обычная дуэль на шпагах. Супер популярная мода, которая, как и все тогда, пришла во Францию из Италии. Дворяне с упоением мочили друг друга за любой чих. Дуэли пытались запретить и король, и церковь, но помогало слабо. Но и Нострадамусу, как гуманисту, дуэли тоже не нравились, и он по этому поводу писал такие вот осуждающие пророчества с посылом «одумайтесь». Особое место в пророчествах занимает тема жестокости и ужасов войны. XVI век стал переломный и в военной истории. Постоянные конфликты требовали все больше армий, и сражались там теперь не столько дворяне и ополченцы, сколько наемные солдаты, швейцарская пехота, немецкие ландскнехты и райтары, албанские кавалеристы и так далее. Ну и появление в армии новых людей изменило и сами войны. Технологии типа огнестрела и артиллерии обезличивали смерть. Пули и осколки пушечных ядер прилетали как бы неизвестно откуда. От противника, которого не видишь в лицо, и чьи выстрелы не можешь отразить. Перед свинцом все были равны. Это изменило правила игры. Теперь армии перестали играть в благородство и рыцарские обычаи. А новые традиции были, как бы это помягче сказать, весьма негуманными. Обычным делом стала беспощадность и крайняя жестокость к врагу и даже к мирному населению. То есть это еще одна интересная черта времени. С одной стороны, у нас тут рождение гуманизма, а с другой невероятный всплеск жестокости. Конечно, у этого были и свои причины. В армии не было амбулаторного лечения, не было даже самых элементарных санитаров. Раненому на поле боя не обеспечивали уход. После сражения солдаты часто просто добивали раненых, как своих, так и чужих. Военно-полевая хирургия находилась в самом зачатке. До открытия обезболивающих и антисептиков любая операция от зашивания раны до ампутации превращалась в пытку с сомнительным исходом. Если солдат выживал и становился инвалидом, то не имел права ни на какую социальную защиту, ни пенсии, ни социального жилья, ничего. То же самое касалось и тех солдат, которые уже не могли служить в силу возраста. В монастыри их тоже брали неохотно из-за репутации убийц. Но даже здоровые и крепкие воины после заключения мира оказывались фактически на улице. Все это стало причиной новой солдатской психологии. Живи сегодняшним днем и бери от жизни все, что можешь. Весь этот кровавый беспредел не ушел от внимания Нострадамуса. Его пророчества в полной мере отразили страх и отвращение, которые испытывали мирные европейцы перед обезумевшими
армиями. Причем было даже не особо важно, чьи это армии. Условные свои грабили мирное население не меньше, чем враги. Эти зверства особенно контрастировали с расцветом культуры и науки, с которым у нас принято ассоциировать эпоху Возрождения. Около Большого моста у просторной долины Великий Лев при помощи сил Цезаря обстреляет из орудия упрямый город. От страха ворота перед ним будут открыты. Здесь Нострадамус описал характерную тактику взятия городов во время итальянских войн. Артиллерия размещается где-нибудь на холме. И после первого же обстрела город сдается, чтобы его не разбомбили целиком. Ладно, давайте рассмотрим еще пару примеров, как можно нормально объяснить Катрены Нострадамуса. Когда носилки опрокинуты вихрем, а лица укрыты плащами, государство мучимо новыми людьми, тогда белые и красные будут судить наоборот. Нетрудно догадаться, что сегодня тут можно увидеть предсказание революции. Одни считают, что речь идет о Великой Французской революции, другие, что о нашей, Октябрьской. Типа, ну как круто звучит же! Откуда Нострадамус мог знать про войну красных и белых? Вот только есть одна проблема. У всех этих символов во времена Нострадамуса были другие смыслы. Вот, например, будут судить белые и красные. Тут речь идет банально о судьях. В прямом смысле слова. Они тогда носили красно-белые мантии. То есть Нострадамус тут всего лишь расплывчато предсказывает грядущие перемены, которые будут сопровождаться изменениями законов. Под такое предсказание подходит вообще что угодно. От смерти короля до выборов или завоевания. И вообще, скорее всего, Нострадамус имел в виду противостояние между католиками и новыми людьми, то есть протестантами. Следующий Катрен развивает эту мысль. Вселенная создаст некоего монарха, который недолго пребудет в мире и жизни. Когда рыбачья барка сойдет со своего пути, она будет управляться с наибольшим ущербом. Здесь имеется в виду рыбачья барка Святого Петра, символ католической церкви. Она сбивается с пути. Папа Римский умрет, и христианство ждут смутные времена. В общем, Нострадамус, как и все его современники, сильно переживает из-за раскола христианской церкви и предрекает большие беды из-за этого. И не напрасно. Религиозные войны начнутся после того, как их предсказывал Нострадамус. Особая тема – поиск пресловутого ключа Нострадамуса. В XIX веке исследователи задались вопросом, а какой вообще толк от туманных предсказаний, в которых к тому же почти нет дат? Неужели Нострадамус не понимал, что без хронологических привязок или хотя бы намеков на даты событий его тексты лишены смысла, и их нельзя просто использовать как пророчество? Должен был понимать, ведь он же великий ум, а значит, существует некоторый код, который можно разгадать, и тогда туманные стихи сразу станут конкретными. На долгое время такой взгляд стал мейнстримом у фанатов Нострадамуса. Сотни журналистов исписали тысячи статей, чтобы каждый раз объявлять сенсацию. Ключ наконец-то найден. Но я вам скажу, что это тоже полная чушь. Начать хоть с того, что сам Нострадамус никогда ни о каком ключе не упоминал. А закончить можно тем, что все эти якобы найденные ключи работали по одному принципу. Они отлично помогали предсказывать уже прошедшие события, но ни одно предсказание будущего, сделанного на основе этих расшифровок, не сбылось. Ну и раз мы подошли к современности, давайте я расскажу, как Нострадамус стал популярен в России. Длительное время о нем на русском языке практически не писали. Причина тому – рационализм. Не в том смысле, что русские — это какие-то особо сверхрациональные люди, а в том, что к нам эта полумистическая культура Возрождения почти не проникла. А потом, когда Российская империя стала частью европейской цивилизации, то там уже вовсю царила эпоха Просвещения с научным подходом и отрицанием магии. Так что Нострадамус был не прям в почете. А потом на смену Российской империи пришел Советский Союз. И там вообще, считайте, запретили все мистическое. Так что долгое время у нас о Нострадамусе просто не знали. Одной из первых работ о Нострадамусе, опубликованной на русском языке, стала статья Льва Корсавина. Написана она была в 1922 году, а сам Корсавин был историком и теологом. То есть, как вы понимаете, статья странная, но интересная. Там на примере Нострадамуса Корсавин поднимает вопрос, а существует ли будущее? Типа, вот у нас есть пророк, который верно мог увидеть какую-то деталь из будущего. Но если мы знаем хотя бы один момент из будущего, то вероятно, что там существуют все его моменты.
А значит, с этим как-то не очень уживается христианский тезис о существовании свободы воли. Так что пик популярности этого французского пророка в России пришелся на 90-е, когда люди дорвались до эзотерики и начали верить во все подряд. О Нострадамусе у нас узнали благодаря переводу эмигранта и историка-любителя Вячеслава Завалишина. И там читатели с удивлением узнали, что Нострадамус, оказывается, чуть ли не все свои пророчества сделал про Советский Союз. Когда носилки будут опрокинуты вихрем, а лица укрыты мантиями, государство станут мучить новые люди. Тогда бело-красные будут судить наоборот. Я этот Катрен уже приводил, но сейчас хочу еще раз о нем поговорить. Вот это только что был дословный перевод. Первое поколение российских читателей увидели совсем другой вариант. Я вижу, как рушатся царские троны, когда их сметает людской ураган. Республику сделает хуже короны. И белых, и красных жестокий обман. И тут реально получилось предсказание большевистской революции. Почему? А потому что Завалишин был не только первым русским исследователем творчества Нострадамуса, но и большим антисоветчиком. Он специально выискивал в его текстах все, что могло приплести к Советскому Союзу. Ну и даже особо не скрывал, что его цель доказать, что большинство предсказаний Нострадамуса сделаны про СССР. Благодаря ему мы получили множество отсылок к русской истории у французского пророка. Самое знаменитое предсказание такого рода Завалишин нашел в послании Нострадамуса Генриху II. Вот что там говорится в точном переводе. В месяце октября произойдет так, что случится некое великое перемещение. Такое, что подумают было, что махина Земли погрузилась в вечные потемки. Этому будут предшествовать великие землетрясения с разрастанием новой Вавилонии, презренной Тшери, приращенной мерзостью первого всесожжения, и продержится она лишь 73 года и 7 месяцев. А вот как этот же отрывок перевел Завалишин. И в октябре вспыхнет Великая революция, которую многие сочтут самой грозной из всех когда-либо существовавших. Жизнь на Земле перестанет развиваться свободно и погрузиться в великую мглу. А весною и после нее произойдут великие перемены, падение королевств и великие затмения, и все это сопряжено с возникновением нового Вавилона, мерзкой проституцией, отвратительной духовной опустошенностью, и это продлится 73 года и 7 месяцев. К этому он оставил такой вот комментарий. Если принять во внимание, что это пророчество имеет непосредственное отношение к Октябрьской революции в России в 1917 году, то надо согласиться и с тем, что начало крушения порожденных этой революцией порядков следует отнести к 1991 году. Правда, если не принимать это во внимание, то предсказание, как и любое другое, выглядит просто как очередной загадочный треп. Но тут есть одна интересная деталь. Это чуть ли не единственный случай в истории, когда толкование сделано не на прошедшее событие, а на будущее. В смысле, Завалишин еще в 1974 году написал буквально следующее. Нострадамус предсказывает крушение СССР в 1991 году. И прикиньте, угадал. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, почему Нострадамус так зафорсился в России. Потому что все читали перевод Завалишина и думали: ух ты ж, нифига себе, да это ж все про нас. В плане доверия словам Нострадамуса россияне даже обгоняют современных французов. Во Франции ведь все эти 5 столетий, прошедших со смерти Нострадамуса, его творчество подробно, в мельчайших деталях разбиралось и исследовалось. Там довольно быстро всем стало понятно, что ничего пророк на самом деле не предсказал. В смысле, предсказал, но не то. А вот в СССР о Нострадамусе почти ничего не писали. И поэтому, когда в 1991 году он дошел до наших краев, да еще и с такими точными прогнозами, это всех сильно впечатлило и обеспечило Нострадамусу огромный авторитет. И этот авторитет сохраняется до сих пор. Хотя, если честно, у него бесполезно искать предсказания о России. Нострадамус сам писал, что его пророчества касаются только Европы, Северной Африки и части Малайзии. Можно сказать, что Россия — это тоже ж Европа. Но, жизнь Нострадамуса — это 16 век. В России Иван Грозный на троне. В Европе про это царство не знают буквально ни хрена. Никакой роли в международной политике оно не играет.
Было бы крайне странно, если бы Нострадамус посвятил России хотя бы одну строчку. То же самое можно сказать и про попытку привязать предсказания Нострадамуса на Америку. Их нет. Потому что Нострадамус прямым текстом сказал, что их нет. Итак, мы разобрались с тем, чего в стихах Нострадамуса не было. В них не было почти ничего, о чем так любят писать в наши дни. Не было предсказаний о Наполеоне и Гитлере. Не было пророчеств о революциях французской и российской. А что в них тогда было? Про Нострадамуса важно понимать одну очень простую вещь. Он писал свои тексты не для нас, потомков. Мы ведь ему денег не заплатим. Он писал пророчества для покупателей своей книги. Так что чаще всего Катрены посвящены событиям, волновавшим современников Нострадамуса. Колонизация Нового Света, борьба Валуа и Габсбургов за главную роль в Европе, экспансия Османской империи, междоусобные войны в Англии, борьба с арабскими пиратами, войны в Италии и Германии и, конечно же, реформация христианства со всеми ее сложностями. То, чем занимается Нострадамус в своих литературных сочинениях, можно назвать политической аналитикой. Да, база для анализа у него была совершенно другой. Не экономические отчеты и результаты саммитов, а наблюдения за звездами и личные ощущения. Но по сути занимался он тем же самым. В Германии появятся многие секты, сильно приближающиеся к счастливому язычеству, с порабощенным сердцем и малыми доходами вернутся к уплате истинной десятины. Вот, например, тут Нострадамус прогнозирует конец реформации и возвращение германских земель в лоно католической церкви. Но прогноз не сбылся. Большинство немецких земель до сих пор остаются протестантскими, а протестантизм превратился в огромную мировую конфессию. Впрочем, нередко пророк предсказывал и взаимоисключающие вещи. В предыдущем примере он предсказывал гибель протестантизма, а в другом Катрене, наоборот, предрекал ему большое будущее, хотя и там описывал его в мрачных красках. В всяком случае, так толкуют эти строки специалисты. В смысле, настоящие специалисты, а не фрики. Песни, сказания и молитвы рабского народа, заключенного в тюрьме принцами и правителями, в будущем с головыми простаками, будут восприняты как божественное откровение. Чтобы понять смысл этого Катрена, нужно знать, что один из главных публичных признаков протестантов во времена Нострадамуса – это пение псалмов на французском языке. В католичестве, если что, все было только на латыни, так что тут очевидно, Нострадамус рассказывает, что эти еретические песни в будущем займут место священного писания. Как же так? Ведь реформация может или пойти на спад, или наоборот, войти в силу и победить традиционную католическую церковь. Нельзя же предсказывать и то, и другое одновременно. На самом деле можно. Более того, в сложные времена религиозных междоусобиц именно такие предсказания и были самыми разумными. Кто бы в итоге не победил, Нострадамус всегда мог сказать, что именно это он и предсказывал. Ну и тем более между предсказаниями прошло несколько лет. Он вполне мог сначала думать одно, а потом передумать. Но самым разумным было не предсказывать что-то конкретное, а просто предрекать всевозможные беды и темные времена. Этим Нострадамус обычно и занимался. Не боясь ошибиться, пророчества о наступлении более тяжелых времен обычно всегда сбывались. Однако иногда аналитические способности Нострадамуса не подводили, и он давал, хоть и туманное, но в целом очень точное геополитическое предсказание, без всяких взаимоисключающих смыслов. Север приложит больше усилия, на океане будет открыта дверь, царство на острове будет восстановлено, Лондон задрожит, заметив парус. Здесь Нострадамус очень четко уловил, куда дует ветер, и сумел предугадать будущие морские успехи Англии. Она вскоре станет первой страной, которая нарушит колониальную монополию Испании и Португалии. Вообще, почему-то именно с Англией Нострадамусу удавались наиболее точные предсказания. Вот, например, самая концовка книги пророчеств. Великая империя станет посредством Англии, вседержащей на срок более 300 лет. Большие армии пройдут по морю и суше. Лузитанцы не будут этим довольны. Но тут реально придраться не к чему. Действительно, Англия укрепила свое могущество, захватила огромные колонии во всех странах света. Ее морская гегемония длилась с середины 17 века до середины 20-го, то есть примерно те самые 300 лет. А Лузитания, то есть Португалия, действительно не могла быть этим довольна.
И нельзя сказать, что Нострадамус предсказывал что-то очевидное. На момент публикации пророчеств Англия только-только начинала выбираться из периода религиозных противоречий. Знаменитая королева Елизавета I еще не пришла к власти. О будущих грандиозных победах над испанским флотом и смелых плаваниях в Новый Свет никто не смел мечтать. А Нострадамус уже предрекал Англии мировое величие. Но не думайте, я не хочу сказать, что ему тут помогла астрология или божественное откровение. Когда ты делаешь сотни предсказаний, что-то хотя бы обязательно сбудется. Так что тут мы имеем дело с классическим «угадал, повезло». Одна из самых волнующих Нострадамуса тем – это османская экспансия в Европу. Это неудивительно, она вообще волновала тогда всех европейцев. 16 век – эпоха пика турецкого могущества. Султан Сулейман Великолепный одержал победу над Венгрией и захватил практически всю страну. Турки теснили венецианцев на Балканах, вторгались в пределы Германии и даже брали в осаду Вену. Пираты, которые были союзниками турок в Средиземном море, держали в страхе южное побережье континента. Астрологи задавались вопросом, а не будет ли нового грандиозного мусульманского завоевания, как было во времена древнего халифата? Не является ли султан Сулейман самим антихристом? Серьезные вопросы, над которыми Нострадамус тоже много думал. Он был настроен пессимистически. Особенно его волновало, что французы заключили с турками союз. Правящая во Франции династия Валуа так сильно ненавидела австрийских Габсбургов, что наплевала на христианскую солидарность. Нострадамус предрекал большие беды из-за этого. Из-за раздора и небрежности Галлии будет открыт путь Магомету. Земля и Сиенское море напитаются кровью. Фокейский порт наполнится кораблями и парусами. Вообще, на тему турецкой угрозы у Нострадамуса в книге больше всего пророчеств. Этот страх не отпускает его до самого конца. И прогнозы там один страшнее другого. И если ты, Франция, перейдешь Лигурийское море, ты увидишь себя запертой на острове и в море. Магомет враждебен, еще больше Адриатическое море. Ты будешь глодать кости лошадей и ослов. Нострадамус переживает об этом не только в своей книге «Пророчество». В альманахах он тоже постоянно пугает читателя османской угрозы, которую французы по глупости поддерживают, вместо того, чтобы с ней бороться. Вот что он писал об этом еще в 1555 году, то есть в том, когда впервые прославился на всю страну. Путь, открытый галлами, христианами-варварами, приведет к поражению самих христиан. Ибо в 1655 году варвары захватят все, поэтому я едва сдерживаю слезы, хотя срок этот и далек. Ибо могущество обитателей юга поднимется на столь высокий престол, что следует опасаться. Как бы варвары через 100 лет не заняли Европу до сих пределов, но это случится не на памяти ныне живущих. Думаю, сегодня тут кто-то может увидеть отсылки на многочисленных арабских беженцев в европейских странах. Так вот, получается что? Нострадамус волновался об этом еще 500 лет назад. Ну, то есть, на самом деле, не совсем об этом, но вы поняли. Были ли эти опасения оправданы? Как мы теперь знаем, нет. Вену османы не взяли и дальше в Европу не прошли. Французам не пришлось глодать кости лошадей и ослов, а их земля не пропиталась кровью. То есть, она, конечно, кровью пропиталась, но по причине внутренних религиозных разногласий, а не потому, что пришли злые мусульмане и всех убили. Вообще у европейцев того времени были очень слабые представления об исламском мире. Например, при жизни Нострадамуса только-только начинали поступать сведения о Персии, традиционном враге Османской империи. Интересно, что в ранних альманахах Нострадамус часто путает османов и персов, или вообще их не различает. Однако в поздних своих работах он уже осведомлен гораздо лучше. Очевидно, разведка европейцев работала. Во Францию стали поступать сведения, что мусульмане – это довольно много разных стран, которые тоже друг с другом воюют. До понимания разницы между суннитами и шиитами Нострадамус так и не добрался, но уже возлагает на эту вражду большие надежды. Множество его поздних катренов посвящены турецко-персидскому противостоянию. При этом, что интересно, он описывает ее как войну мусульман в белых чалмах с мусульманами в синих чалмах. Тут он тоже ошибается. Если османы действительно носили белые тюрбаны, то персидские воины носили красные чалмы, а не синие. Впрочем, от этого нарисованные Нострадамусом картины не становились менее эпичными. Синяя голова сделает белой.
Столько же зла, сколько Франция ей сделала добра. Труп на Рее великий повешен на ветке. Когда король скажет, сколько его людей взято. Непрекращающийся дождь, голод, война в Персии. Слишком большая вера предаст монарха. Там заканчивается война, начавшаяся в Галлии. Тайное знамение, чтобы быть сдержанным к некоему. Тут Нострадамус явно пересказывает более древнюю легенду о неком царстве пресвитера Иоанна. Был такой, значит, миф во времена крестовых походов, что, мол, враги почти победят христиан. Но в самый последний момент, словно всадники Рохана, на помощь придет армия могущественного христианского царства, которого, правда, никогда не существовало. Так вот, Нострадамус стал считать Персию этой вот страной, когда придет и спасет Европу от турок. Ну и пофиг, что она не христианская. То есть тут Нострадамус снова подсмотрел сюжет для предсказаний в прошлом. Потом Нострадамуса так вдохновила идея этой внезапной помощи, что он совершенно перестал себя сдерживать и подключил к и без того эпичным картинам войны еще и метеоритную бомбардировку. Невиданный дождь, внезапный, бурный, внезапно помешает двум армиям. Огненный камень с неба падет в каменистое море. Внезапная смерть семерых на земле и море. Вечером в небе будет увиден пылающий светоч. Без конца и истока короны. Голод, меч. Подмога пришла поздно. Персия возвращается, чтобы захватить Македонию. Что из этого сбылось? Ну, это как посмотреть. Конечно, никакие метеориты не упали. И персы не захватили Македонию. Однако османо-персидские войны продлились несколько столетий, сильно истощили обе страны и действительно сказались на том, что в Европе у турок ничего не получилось. В общем, 80% Катренов Нострадамуса посвящены политическим проблемам XVI века. Они были очень интересны его современникам и очень интересны теперь историкам, потому что раскрывают особенности мышления европейцев тех лет, о чем они волновались и на что надеялись. Боги появятся перед людьми. Они будут авторами большого конфликта. Раньше небо было чистым, потом шпаги и копья, которые будут склоняться к левой руке. Однако широкую публику в наше время они вряд ли заинтересуют. Ведь реформация давно закончилась, а турецкое завоевание больше не угрожает Европе. Поэтому в популярных книгах и роликах о Нострадамусе вы не найдете того, о чем он действительно писал. Это не сделает тираж и не соберет просмотры. Собственно говоря, если бы Нострадамус в своих пророчествах утверждал, что они касаются событий, которые произойдут через 400-500 лет, то его альманахи никто бы не покупал. Сейчас гораздо выгоднее вкладывать в туманные стихи провансальского пророка новые злободневные смыслы. Это глупо и бессмысленно, но хорошо заходит людям. Ну или разоблачения снимать, они тоже нормально собирают. Ну ладно, я тут не буду делать вид, что сейчас Нострадамус так уж сильно популярен. Это имя просто все знают. Знают, что он писал туманные предсказания, ну и все. В смысле, я уверен, что сейчас есть только небольшая группа упоротых фанатов, которые прям всерьез верят в предсказания Нострадамуса. Поэтому я и снимаю не разоблачение, а подробный разбор его жизни, чтобы у вас в голове сформировался цельный образ этого интересного человека и эпохи, в которой он жил. Что-то более глубокое, чем просто попкультурный образ. Так, о политических предсказаниях мы закончили. Это первая глобальная тема из его сочинений. Вторая — это всевозможные катастрофы. Рождение уродов, появление неизвестных науке существ, аномальное поведение животных, нашествие насекомых, дожди из лягушек, крови, камней, метеоры, кометы, молнии, небесные миражи, стихийные бедствия. Во всех этих явлениях природы Нострадамус видел знамения, по которым можно прочесть будущее. Когда рыба, живущая на земле и в воде, будет выброшена на гальку сильной волной, странного вида, лоснящаяся и ужасающая. Враги очень скоро придут морем к стенам. В научных кругах эпохи Возрождения стало модно обсуждать всяких диковинных зверей по принципу «Ого, какая тварь! И зачем ее только Бог сделал?» Правда, из переписки ученых, их трактовок и рисунков видно, что речь чаще всего шла о животных вполне обычных. Ну там,
о морских львах, например. Но так как до этого европейцы их не знали, то каждый раз поражались и думали, что через них Господь посылает им предупреждение о несчастьях. А представьте, как бы их порвало, если бы они тогда увидели утконоса. Кстати, был еще один Катрен, который Нострадамус явно задумывал как, скажем так, сельскохозяйственный. Но он неожиданно сработал совсем с другой стороны. В течение 40 лет Ирида не будет появляться. В течение 40 лет будет видна каждый день. Бесплодная земля иссохнет еще больше. И великие потопы, когда вновь будет замечен. Так, давайте разбираться. Ирида – древнеримская богиня радуги. Радуга появляется после дождя, то есть Нострадамус нам сообщает, что сначала 40 лет не будет дождей, а потом 40 лет они будут идти каждый день и начнется новый великий потоп. Казалось бы, обычное предсказание о конце света, каких тысячи. Но еще радуга помещалась на личном гербе королевы Екатерины Медичи. Первые 40 лет ее жизни прошли бесславно, в роли нелюбимой супруги, находящейся в тени любовницы своего мужа. А в год своего 40-летия королева после гибели Генриха выдвинулась на первый план во французской политике и не уходила оттуда вплоть до своей смерти в 1589 году. То есть через 30 лет, а не 40. Тут пророк ошибся. Но это было и не важно. Он умер раньше, чем это выяснилось. Этот Катрен был впервые опубликован в 1555 году, тогда, когда Нострадамуса вызывали в Париж. Есть вполне обоснованная версия, что именно он стал причиной такого теплого отношения королевы к Нострадамусу. Екатерина Медичи просто прочитала этот стих и связала его со своей судьбой, а не потопом или засухой. Она сама увидела тут много совпадений и уверовала в чудесные способности Нострадамуса и поддерживала его потом всю жизнь. Вот ведь как повернулось обычное пророчество о конце света. Все-таки предсказуемое это дело – делать предсказания. Но есть у Нострадамуса и Катрены, которые выбиваются из общего ряда. Ну, в смысле, он никогда не был радикалом, на рожон не лез и не пытался спорить с теми, кто мог бы его казнить при случае. Поэтому у него практически невозможно встретить стихов, где он критикует влиятельных аристократов или тем более королей. Тем не менее, был у него и вот такой Катрен. Тот великий монарх, который унаследует мертвому, поведает недозволенную похотливую жизнь. Из-за беспечности будет всем уступать. Так что в конце концов потребуется солический закон. Тут была практически неприкрытая отсылка к Генриху II, тому самому, которому потом копье в башка попадет. Генрих славился тем, что давал почти полную свободу своим фаворитам, и особенно своей любовнице Диане де Пуатье. По сути, из-за неуемных аппетитов Генрих уже в начале своего правления решил повысить налоги, а простым людям как-то не очень нравилось повышение налогов, сами понимаете. Нострадамус тоже не остался в стороне, причем он умудрился даже в официально изданной книге увязать рост налогов с любовью короля, так сказать, потрахаться. А это уже чистая статья за оскорбление королевского величества. Почему это вдруг обычно аккуратный Нострадамус вдруг стал таким смелым? Может, его действительно раздражает эта королевская политика? А может, ему при личном общении больше понравилась королева, и он пытался угодить ее запросам? А той, конечно, наверняка понравился этот пассаж про недозволенную похотливую жизнь ее муженька. Вообще-то это было очень рисково – лезть в королевскую личную жизнь со своими комментариями. Однако Нострадамусу очень повезло. Король по-дурацки погиб. Его жена стала самым влиятельным человеком в государстве на следующие несколько десятилетий. И все это время она прованского пророка поддерживала и защищала. Но все могло сложиться совсем иначе. Впрочем, бог с ней, с королевской личной жизнью, засухой и войнами. Была у Нострадамуса еще одна страсть. Не такая глобальная, но все же. Это поиски сокровищ. Вы хотели бы выкопать из земли клад? У магистра Нострадамуса есть для вас точные инструкции. В целом, это не самая интересная история, но она интересна в контексте. В годы популярности Нострадамуса очень модным стал поиск древних сокровищ по очень простой причине. В 1557 году в Тулузе случилось сильное наводнение. Вода размыла землю, а под ней обнаружились постройки времен Римской империи, в которых было и немало ценных кладов. Ну и пошло-поехало. Интеллектуалы читали древние трактаты, видели там упоминания о сокровищах и всерьез начинали думать, как их найти. Нострадамус в этом плане не был исключением. Глубинная белая глина вскормит скалу, та молочного цвета,
что сочится из пропасти. Напрасно обеспокоенные люди не осмелятся дотронуться до нее, не зная, что в глубине есть глинистая почва. Звучит, как всегда, запутанно. Но на самом деле здесь Нострадамус очень точно описал место, где, по его мнению, должен храниться клад. Это пещера рядом с крепостью Константен, и была она не где-то за 3-9 земель, а в его родном Провансе. Там отложения кальция на скалах и в пещерах действительно имеют молочный цвет. Надо сказать, что местоположение клада Нострадамус не выдумал. В пропасть рядом с крепостью Константен его помещали многие ученые Возрождения. В 17 веке несколько отважных кладоискателей попытались спуститься в пещеру, но экспедиция кончилась трагически. Почти все они умерли. А те, кто выжил, жаловались на удушье и галлюцинации. А еще слепни величиной с палец. Впрочем, хрен знает, может, слепни тоже были глюками. Но авантюристы упорно продолжали лезть на глубину. Потому что рядом все-таки нашли какие-то римские артефакты. А значит, вполне логично было предположить, что может и огромный клад тоже тут. Надо только до него добраться. В 1946 году уже профессиональные спелеологи предприняли новую попытку спуститься в пещеру. Команда установила, что пропасть идет вниз приблизительно на 90 метров в глубину. Спуск был прекращен после того, как газоанализатор показал опасную для жизни концентрацию углекислого газа. Вот, собственно, и нашлась причина, почему умирали предыдущие искатели сокровищ. Кстати, клад там так и не нашли. Ну и неудивительно. Впрочем, нам эта история важна по другой причине. По сути, Нострадамус здесь сделал не предсказание, а гипотезу под видом предсказания. Похожим образом он предсказывал поиски другого античного клада – талосского золота, украденное еще во II веке до нашей эры и потерянное где-то тут, в районе Тулузы. Для современников Нострадамуса искать клад под Тулузой было все равно, что искать ключ под фонарем. В смысле, самое очевидное место после недавнего наводнения. В Гиене под дубом, пораженным с неба, недалеко от него скрыто сокровище, похищенное много веков назад. Нашедший умрет, глаз выбит пружиной. Здесь Нострадамус снова делает не предсказание, а предположение, где, по его мнению, надо искать клад. Он, как и многие другие интеллектуалы, читал античные книги и пытался по ним вычислить место. А для тех, кто читал уже самого Нострадамуса, его слова выглядели не просто как очередная гипотеза, а чуть ли не как факт, ведь он уже реально видит будущее. Сейчас нам известно описание талосского клада у историка Страбона. Но Нострадамус в свое время, видимо, прочитал о нем где-то в другом месте, потому что Страбон говорит, что сокровище было утоплено в пруду, а у Нострадамуса оно закопано под дубом, в который ударила молния. Вообще, это золото не давало ему покоя. Он написал о нем еще несколько катренов. Причем каждый раз талосский клад у него находили по-разному. То под дубом, то у 4-й колонны, посвященной Сатурну, то в котловане для дворца. В конце концов, он все же, видимо, прочитал Страбона и поместил клад по классике на дно озера. Большие серебряные Дианы и Меркурия изваяния будут найдены в озере, гончаром, искавшим новой глины. Он и его близкие озолотятся. Учитывая, что в наше время гончарное ремесло почти исчезло, видимо, клад древних галлов так никогда и не найдут. Впрочем, это можете попытаться сделать вы, следуя инструкциям, данным магистром-предсказателем. Для этого всего-то надо поехать на юг Франции, перекопать там все старые дубы и осушить все древние озера. Лет 500 изнурительного труда. И талосское золото у вас в кармане. Но это не точно. Но, конечно, сокровища — это мелочи. Эти предсказания интересовали людей в 16 веке. Если бы Нострадамус ограничился только ими, то не получил бы даже половину современной популярности. Поэтому больше всего его прославили предсказания самых жутких трагедий. В первую очередь, конца света. Все христиане ждут очень важного события – второго пришествия Иисуса и страшного суда. А Нострадамус при всех его астрологических заморочках был искренним католиком и, естественно, не мог обойти такую ударную тему, как Армагеддон. Но на эту тему он высказывался со свойственной ему осторожностью. Дело в том, что пик ожидания конца света пришелся на рубеж между 15 и 16 веками, то есть за несколько лет до рождения Нострадамуса. На эти годы попало сразу несколько календарных событий. Например, 1492 год считался 7000-м годом от сотворения мира.
Тут неудивительно, что все ждали конца. Вспомнить хотя бы, как некоторые боялись наступления 2000 года. Затем по астрологическим картам Сатурн, Юпитер и Марс сходились в очень опасных сочетаниях. А тут еще и масштабный церковный раскол на всю Европу. Короче, опасения можно понять. Так много знаков кругом. По-любому грядет какая-то жопа. Однако с концом света случилась обычная проблема. Он все никак не наступал. Церкви все эти пророчества очень не нравились. А в Ватикане понимали, что каждый несбывшийся апокалипсис – это удар по авторитету христианства. Так что вскоре священники с такими предсказаниями начали бороться. Не слишком успешно. Потому что страшный суд во времена Нострадамуса предрекали просто на каждом углу. Но хоть как-то. Ватикан во всяком случае мог создать проблемы авторам таких предсказаний. Поэтому всегда осторожный Нострадамус о конце света говорил много, но крайне туманно. Он больше напирал на критику общественных порядков. В его время люди открыли для себя античных авторов. Очень ими заинтересовались и даже начали возрождать многие древние традиции. А в Библии сказано, что конец времен начнется с возрождения язычества, за которым последует гибель церкви. Вот в этом Нострадамус видел симптомы приближающегося Армагеддона. Скоро вернутся жертвоприношения. Нарушители будут преданы мукам. Более не будет монахов, священников и послушников. Мед станет намного дороже воска. Последнюю строчку стоит объяснить так. Воск, из которого изготовлялись церковные свечи, окажется никому не нужен, а мед – символ удовольствия. Наоборот. В общем, это символическое изображение того, как мир отвернется от духовной жизни и погибнет в удовольствии и грехе. Ну, такое и сейчас постоянно предсказывают. Особую роль в творчестве Нострадамуса занимал Антихрист. Его появление он предсказывал неоднократно, причем образ Антихриста у него очень разный и опирается на разные легенды. Иногда Антихристом оказывается турецкий султан, иногда он реинкарнация римских императоров Нерона и Калигулы, а иногда просто создатель новой мировой религии. От водного тригона родится некто, который сделает четверг своим праздником. Молва о нем, слава, царство. Его могущество возрастут. С земли и моря на восток придет буря. Начнем сначала. Что такое водный тригон? Может, Нострадамус перепутал его с тритоном? Но нет. Водный тригон – это астрологический термин. Он означает группу водных знаков зодиака. Скорпион, рак и рыбы. По законам астрологии владычество каждой из 4 стихий – огня, воздуха, земли и воды – длится 240 лет. А если Юпитер и Сатурн соединяются во время эпохи воды, то в этот момент рождаются основатели сект и религий. То есть речь в этом Катрене идет о создателе новой мировой религии, за которой будет закреплен особый день недели. Типа у иудеев это суббота, у христиан воскресенье. А вот у этих сатанистов будет четверг. Символизм тут в том, что в Древнем Риме четверг – это день Юпитера. То есть Антихрист так начнет возрождать язычество. Пока все сходится. Немаловажный вопрос, где появится этот Антихрист? У Нострадамуса есть ответ. В самой глубине Запада Европы у бедных людей родится юный мальчик, который своим языком соблазнит великое число людей. Его известность дойдет до Царства Востока. Слово «соблазнит» — это четкое указание на Антихриста, который по Евангелию соблазнит 1000 людей своим красноречием и поведет их за собой на погибель души. Тут тоже все строго по апокалипсису. Остается лишь выяснить, что такое в самой глубине Западной Европы. Несколько подсказок можно найти в дошедших до нас альманахах. Например, в одном из них Нострадамус пишет: возникнут в стороне самых глубинных жителей Запада, в частности, по всему Британскому острову, некие тайные волнения. То есть самая глубина Западной Европы – это Англия. Антихрист родится именно там. Вот ведь чертовы англосаксы. Когда это произойдет? Как я уже говорил, это вопрос опасный. Церковь очень не любила предсказания точной даты конца света. Но, с другой стороны, именно этот ответ жаждали получить люди. И, конечно, Нострадамус не мог ничего об этом сказать. Так что точной даты на этот счет в предсказаниях Нострадамуса просто нет. Он не зашифровал ее никаким хитрым способом, никак не намекал на нее. Нострадамус был для этого слишком умен и осторожен. Но естественно, что он хотел вычислить точное время пришествия Антихриста и соотносил его с датами возможных больших политических потрясений, на которые указывала астрология. В году 1580, более или менее,
будут ждать очень странного века. В году 1703 о том свидетельствуют небеса. Несколько царств поменяют 1 на 5. В 80-е годы 16 века Нострадамус действительно считал периодом больших потрясений. Про это можно прочитать не только в его предсказаниях, но и в письмах. Я помышлял оставить записи о годах, городах, поселках, краях, где произойдет большинство событий, в том числе о годе 1585. 1585 год – период большого соединения Юпитера и Сатурна в знаке Овна. Астрологи ожидали в это время больших перемен в мире. Распад Священной Римской империи, например. Вероятно, о расколе империи писал и Нострадамус. Сбылись ли эти предсказания? В реальной истории в 1580 и 1703 действительно произошли важные события. В 1580 образовались независимые Нидерланды. Португалия присоединилась к Испании. Во Франции началась очередная религиозная война. Ну а в 1703 началась война за испанское наследство. Савойя вступила в союз с Германской империей, а Португалия присоединилась к антифранцузской коалиции. Так что это значит? Нострадамус был прав? Да нет. Каждый год в истории происходит что-то такое, что можно притянуть к предсказанию. Если бы, допустим, в этих стихах поменять год с 1703 на, 1701, то там тоже найдется что-то, что можно выдать за сбывшееся пророчество. Так что, честно говоря, это были просто очередные войны в Европе, пусть и довольно масштабные. И до, и после были конфликты и более кровавые. Так что и тут пророк, пожалуй, ткнул пальцем в небо. Одними соединениями Сатурна и Юпитера всю европейскую историю не объяснишь. И тем более не предскажешь. Пожалуй, хватит на этом. Нострадамус оставил после себя несколько тысяч пророчеств. Разбирать каждое, просто бессмысленно. Точнее, если вы ученый-историк, тогда да. Но мне было важнее не объяснить прям каждое слово, а показать принцип, по которому делаются такие объяснения. По-настоящему Катрены Нострадамуса интересны только специалистам по французской истории эпохи Возрождения. Для всех остальных это просто очень странные, хотя и по-своему талантливые стихи. Они интересные, там есть яркие запоминающиеся образы, а вот чего нет, так это реальных предсказаний. То есть таких, точность которых выходит за рамки точности обычных аналитиков, не обладающих сверхспособностями. Так почему же Нострадамус был так популярен при жизни и сейчас тоже далеко не забыт? Современникам он предложил то, чего у них раньше не было. Масштабные картины будущих войн и бедствий. Яркие, сочные строки, похожие на кликбейтные заголовки современных новостей и очень неплохие стихи. Хотя в переводе их очарование, конечно, пропадает. Я тоже оригинал оценить не могу. Но специалисты говорят, что Нострадамус писал намного круче, чем обычный французский поэт того времени. А еще эти стихи были настолько туманны и допускали такое количество возможных толкований, что и спустя 500 лет люди находят в них указания на интересующие их события. Вряд ли Нострадамус сам думал, предсказания каких событий ему будут приписывать. Он был литератором, который зарабатывал в очень мейнстримном жанре. Предсказатели были и до него, и после. Но он этот жанр, можно сказать, перепридумал. Был в нем ни на кого не похож и породил десятки подражателей. Так что это вполне себе талант. Римский папа боится к тебе приблизиться. Из города, который омывается 2 реками. Твою кровь он недалеко оттуда выплюнет. Твою и твоих близких. Когда зацветет роза. Остается лишь один вопрос. Он все это выдумывал ради денег или действительно верил, что ему открывается будущее? В начале своей книги Нострадамус описывал себя за работой. С веткой в руке посреди бронхит. Волной смачивает и край одежды, и ноги. Пар и голос трепещут его рукавами. Божественное сияние. Божество располагается рядом. Слово «бронхиды» указывает на оракул Аполлона в Дидимах. Сложная отсылка для задротов, потому что все что-то слышали про оракула в Дельфах, но он был в Греции далеко не один. Но смысл был плюс-минус похожий. Жрица-прорицательница входила в священный транс и начинала произносить слова, которые часто сама не понимала. А потом другие жрецы толковали эти слова, извлекая из них указания на будущее.
Собственно, Нострадамус описывает тот же самый процесс. Он в определенных условиях одиночества и покоя настраивается нужным образом, и его посещают божественное озарение, открывающее будущее. Вполне возможно, что он искренне в это верил. В божественное озарение верят на самом деле много талантливых писателей, которые часто не могут объяснить, откуда в их голове появляются нужные слова. А Нострадамус был человеком своего суеверного века. Астрологом, или, как он сам себя предпочитал называть, астрофилом. Для него вполне естественно было верить в божественное озарение. Как это нередко бывает с выдающимися людьми, смерть Нострадамуса стала лишь прологом к бессмертию его книги. Имя салонского пророка до сих пор на слуху, а его пророчества до сих пор переиздаются, и про них до сих пор спорят. Так кем же был этот странный и в то же время такой обычный человек для эпохи Возрождения? Магом или волшебником? Великим пророком Европы или хитрым шарлатаном? Этот вопрос я задал в начале видео и пытался ответить на него на протяжении почти 3 часов. Но кажется, ни один короткий ответ не может раскрыть всей глубины вопроса. Мишель Нострадамус – одна из сложнейших фигур своей эпохи. Она не укладывается в короткие формулировки современного рационального мира. Видимо, он верил в то, что унаследовал от своих предков. Некий пророческий дар. В этом плане астрология была для него в каком-то смысле прикрытием, потому что астрология даже в теории тогда не могла предсказать события в таких подробностях, как это делал Нострадамус в альманахах. Я уже говорил, что профессиональных астрологов от этого бомбило. Типа, ты чё, гонишь что ли? Какие звезды тебе могли помочь предсказать, что надо искать золото под дубом, в который ударила молния? Вот из-за таких шарлатанов, как ты, нас и не уважают. Но Нострадамусу было, судя по всему, плевать. И, скорее всего, это даже хорошо, потому что лучше помогает его понять. Да, воспринимать его стихи как предсказания реальных будущих событий глупо. Это были не предсказания в классическом мистическом смысле, а скорее прогнозы. Какие-то тренды он угадывал, какие-то нет. Но это и не так важно. Если мы рассматриваем Нострадамуса не как пророка, а как историческую фигуру, неважно, чем вдохновлялся Нострадамус при составлении своих предсказаний. Главное, какую картину будущего он показывал. Она не имела ничего общего с наивными и светлыми прогнозами других гуманистов эпохи Возрождения. Нострадамус, по-видимому, очень хорошо понимал человеческую природу. Он верил в силу разума, но в то же время сомневался в чистоте людских намерений. Типа, мы, конечно, очень много чего можем изобрести, можем взять природу под контроль, но будет ли нам от этого хорошо? Вопрос открытый. Всего хорошего.